Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что шумим сегодня мы в этот замечательный вторник весны. 10 дней весны уже догорает, а мы вместе, и это самое главное. Начнем традиционно, как всегда, этот проект, он исключительно для вас и ради нас, ради нашего единения, кто откуда. Игра в города. Как всегда, вижу, Кишинев ждет с нетерпением, и это прям просто великолепно, что ждете. Спасибо вам. Кричат Шелест, ау, ну мы ж не в лесу, слушайте, мы не в лесу, Макеевка ждет, и это здорово, спасибо большое, Макеевка, привет большой, всем в Гуково, Ростовской области, они тоже с нами, Шум — это муж на час. Ну, как на час? Я стараюсь как-то сокращать программу, но все равно там выходит 1,5-2 часа, а то иногда переваливает за 2 часа, и меня все ругают, говорят, Шелест, это вообще не формат Ютуба, куда ты со своими часами? Ну, ё-моё, ну так хорошо все-таки в нашей компании, согласитесь. Днепр, Липецк, Приднестровье шумит, Здоровченко, привет, Берген, Лейпциг, Обнинск, всем мир, шумит Урюпинск, Мурманск шумит, Сантьяго, мы из Москвы тоже с вами. Спасибо большое, привет, Сантьяго, Швеция, Алматы, Севастополь, Мурина, Ленинградская область, Казань на связи. Здорово. Белгород. С нами Омск. 1:25 на часах, но шумит. Привет в Омск. Москва, город-герой. Привет из Петрозаводска. Шелест, выходи. Шелест уже здесь. Кировск с нами на связи. ЛНР, Луганская область. Кировск. Ну, он там в Голубовку, кажется, переименован, да? Постфактум. Голубовка. Чебоксары. Значит, Реклингхаузен на связи. Шумим. Спасибо, Елена, вам тоже привет. Мариинск. Привет из Риги. Брянск. Всем здравствуйте. Брянск, как вы? Будем говорить о козырях Зеленского, да, которые сегодня почувствовали по заводу Кремний-Л. Оренбург, Молодогвардейск. Нарва здесь. Фергана тоже смотрит. Спасибо большое. Да, еще кто-то из Брянска смотрит. Москва, Центральный автономный округ. Спасибо большое, что в Кировограде и в Чикаго настроились. Красный Луч, Чернигов, Серпухов, Усть-Каменогорск шумит. Друзья, сегодня мы будем распаковывать фигуру Трампа в нашем шуме. Давайте о Трампе пошумим тоже, среди прочего, потому что кажется, что ключик вот в этом. Опрос сегодня вот такой, он очень простой. Трамп это, значит, помазанник Божий, Мессия, ну, вот этот первый после Бога, то есть вот как же, он же выжил, в него стреляли, ухо зацепили, значит, он там миссия какая-то у него есть, божественная. А второй вариант – воплощение дьявола, ну, то есть зло воплоти. Еще есть такой вариант – напыщенный индюк, не более. И гениальный политик и стратег. Вот просто давайте проголосуем. А в конце поймем, да, ну, кто, who is мистер Трамп? Помните, вот это раньше было, who is Путин? Вся пресса писала, когда он только пришел вместо Ельцина. И вот who is Трамп? Вот Трамп, такой, какой мы его знаем, на втором сроке. Пока что у нас, конечно, в одну калитку все, но может измениться все к концу нашего эфира. Ирпень, Мелитополь, спасибо, в Хельсинки, большой привет, Неаполь. Привет из Самарканда, ух ты, привет, Самарканд. Значит, Шелест, индюк, Трамп, поставь запятую, казнить нельзя помиловать. Знаем ваши орфографические фокусы и все приколы. Хотя можно тире поставить. Можно тире, а можно двоеточие тоже поставить. Запорожье, Минск, значит, Псков тут, Волгоград, Молодогвардейск, да, были уже. Беларусь на проводе, привет, спасибо. Коничева, самураи, эх, да уж, у самурая есть только путь. Это точно. Волгоград, Варшава на связи, значит, Крым с нами, спасибо большое, друзья. Челяба смотрит, и всем большой привет. Традиционно обращаюсь ко всем. Если хотите присоединиться к игре в города, но смотрите вдруг в записи наш сегодняшний эфир, присоединяйтесь в комментариях к этому видео. Очень украшает наша география шума, где нас слышно, собственно, все происходящее. Если кто не заметил, то сегодня судный день. Его так Хексит и объявил. Да, говорит, все, говорит, вот сегодня самый страшный удар будет по Ирану. Ну, собственно, день догорает, удары были тяжелые по Тегерану, но
такие ушли они страшные. Многие там о ядерке говорят, многие говорят о каких-то вообще комбинациях, что точно надо там дать какое-то судно потопить. В комментариях люди пишут, ну, размышляют. А потом же это повод ядерный удар нанести, тогда, мол, все закончится, потому что с режимом как-то не складывается у Трампа. Так вот, Хексит говорит, сегодня самое страшное должно случиться. Например, сегодня снова будет наш самый интенсивный день ударов по Ирану. Больше всего истребителей, больше всего бомбардировщиков, больше всего ударов. Разведка точнее и лучше, чем когда-либо. Это с одной стороны. С другой стороны, за последние тарового часа Иран выпустил наименьшее число ракет, на которые они способны. Тем не менее, это лишь разветвление тренда, те линии тенденций, о которых мы говорили на нашем первом брифинге. Слушайте, они такие классные, вот эти американские политики и современные политики. Ну, он же в прошлом этот телеведущий, да, министр войны. И он так показывает разветвление тренда. Разветвление тренда. Ну, чтоб, ну как, языком, ртом, да, это непонятно, надо руками вот так еще показать. Это разветвление тренда заметили все, потому что вчера вечером Трамп объявил об окончании фактически войны. Говорит, слушайте, мы с таким ошеломляющим идем успехом вперед. Все уже, нечего бомбить. Уже там разведка уже глаза все об мониторы стерла. Ну куда? Ну как? Ну что? Ну сколько там того Ирана уже осталось? Всех разбомбили. Ну и давай же к Трампу с вопросами с этими приставать. Подождите. У вас, говорит Хексит, мы еще не начинали, а вы говорите, что все закончилось. Так кому верить? Да, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Господин президент, вы сказали, что война, цитирую, полностью завершена, но ваш министр обороны говорит, что это только начало. Так что же это? И как долго американцы должны быть? Ну, я думаю, можно сказать и то, и другое. Начало. Это начало строительства новой страны. О как! То есть, смотрите, для Трампа нет мелких целей. Или там, ну как, это он человек, который не пьет из мелкой посуды. Ему надо новую страну водрузить на знамя. Это можно и так трактовать. Да, мы все разбомбили, всех победили, но там же еще впереди большой путь. Но у них, конечно же, нет флота. У них нет военно-воздушных сил. У них нет зенитной техники. Все взорвано. У них нет радаров. У них нет телекоммуникаций. У них нет руководства. Все исчезло. Так что, знаете, вы можете посмотреть на это заявление. Мы могли бы назвать это огромным успехом прямо сейчас, когда мы уходим отсюда. Я мог бы так сказать. Или мы могли бы пойти дальше. И мы собираемся пойти дальше, но... Но, ну, в общем, он там юлит, в общем, понимаете, как хотите. И так, мы как бы могли бы пойти дальше. Так мы собираемся идти дальше? Конечно, собираемся. Очень интересно, все сегодня пережевывают новость о том, что Путин всех переиграл. Wall Street Journal публикует материалы, в Washington Post и в Bloomberg. Они же с Путиным поговорили перед вот этим выходом в люди, на котором у него все пытали. И давай, значит, развивать вот эту всю историю. Подождите, ну, слушайте, елки-палки. То есть мы вообще великолепно поговорили с Путиным. Я ему сказал, давай, помоги. Хочешь помочь? Давай. Украину заканчивай. У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. Великолепный просто. На линии было много людей с нашей стороны и с его. Мы говорили об Украине, это бесконечная война. И понимаете, есть огромная вражда между президентом Путиным и президентом Зеленским. Они не могут договориться. Но, думаю, это был позитивный разговор по этой теме. Конечно, мы говорили и о Ближнем Востоке. Он хочет помочь. Я сказал, вы могли бы больше помочь, если закончите войну России и Украины. Это было бы куда полезнее. Но разговор был очень хорошим, и он хочет быть очень конструктивным. Очень конструктивным он хочет быть, да, ну так и говорит, помоги с Украиной. В общем, ну разговор хороший, ну просто великолепный, замечательный. И после этого разговора снимают ограничения на российскую нефть, пока там кризис в Ормузском проливе, который он пробивает чем? Гонором. Говорит, давайте смелее, проходите через Ормузский, в общем, этот перешеек, этот, ну, скажем так, пролив. Давайте, под мою ответственность. Но как-то никто не идет. По поводу вообще участия России в помощи Ирану сегодня все говорят. Вот все говорят. Все прям, ну, просто необыкновенно судачат уже который день. Вот все о том, что, ну, простите, Россия-то помогает непосредственно, ну, как бы, иранской стороне. Но только
спасибо Виткофу. Он сегодня вышел и расставил все точки над «и». Ну или не расставил. Могу сказать вам следующее. Вчера во время разговора с президентом русские заявили, что они ничем не делились. По крайней мере, именно это они сказали. Так что, знаете, можно поверить им на слово. Но именно так они и заявили. Можно им на слово поверить, они говорят: нет, мы помогаем, мы вообще ни при чем, вы что? Мы ни при чем, разбирайтесь сами. Но тут возникает очень такая странная логика. Если всех уничтожили, но виноваты русские, потому что они как бы недостаточно помогали, или они даже при помощи России и Китая, да, в общем, всех разбомбили, то в чем заключалась помощь? Получается, и помощь разбомбили, ну и как-то вот несуразно выходит Трамп на своем пафосе, когда вообще говорит о том, что Иран... Почему они в принципе воюют? Потому что Иран хотел всех захватить на Ближнем Востоке. И даже сейчас, думаю, они пытались взять под контроль Ближний Восток, потому что, если посмотреть, у нас есть довольно веские доказательства. Все те ракеты, которые так глупо запустили по Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, и по другим странам тоже, были нацелены на государства, которые, по сути, говорили: «Оставьте нас в покое». Они были скорее нейтральны, не вмешивались, и вдруг по ним начали бить ракетами. Вдруг. То есть, смотрите, картина же реальна, реальность, это параллельная реальность. Он визионер. Он говорит: смотрите, жили там себе в Дубае, да, там роскошно, в Бахрейне, нефть качали, перерабатывали, в танкеры грузили, отправляли по всему миру. А тут вдруг ни с того ни с сего решил Иран по ним стрелять. Представляете? Он хотел их поработить. Должен был быть весь Ближний Восток подчиненным быть. Так Трамп вообще освободительную войну ведет, представляете? Ну, о базах, конечно, он так тихонечко умалчивает. Вообще не принято вспоминать, что базы, а там они были, были. Правда, какую-то странную статистику Пентагон дает, уже отличающуюся от той прошлой статистики. Нет, по количеству убитых такие же цифры, 8 человек, но как-то 140 раненых, 108 сразу вернулись в строй. А где еще остальные? Похоронили 8 вроде как, Венс встречает их уже без Трампа, первых 6 или 4 первых встретил Трамп, потом про 2 еще ничего не понятно, но в общем Венс встречает, он да-да-да, это честь для меня, вчера мы рассказывали. То есть, получается, что Иран должен был всех захватить. У них было 2 варианта. Они могли перейти на ту сторону, сказать: «Мы с вами», или могли встать на нашу сторону. То есть, у стран Персидского залива, у монархии было 2 варианта. Они могли перейти туда, но не пришли к нам. Почему? Потому что мы самые крутые. В итоге они встали на нашу сторону. Они помогли нам и стали серьезной силой. Да, по ним ударили, но их все равно бы ударили вместе с нами. Если бы мы не провели удар бомбардировщиков Northrop B2 Spirit, если бы мы не приняли решение: все, пора действовать, нам все равно пришлось бы войти, потому что у нас не было выбора. Не было выбора. Это вообще война по принуждению. Это вообще все по принуждению. Но это, понимаете, логика Трампа — это нечто потрясающее. Это такой вкусный хумус, я бы так вот выразился, да, такой вот прям, он обволакивает все твое критическое мышление. То, конечно, бы они бы ударили и по ним, и по нам, по всем бы ударили, вообще весь Ближний Восток захватили бы. Это вот, знаете, это вот что-то наподобие, как он про Кубу выражается. Про Кубу он говорит: может быть дружественный захват, а может быть недружественный, выбирай. Возможно, это будет дружественное поглощение, а может и нет. Это не имеет значения, потому что они уже прочно вошли в игру. У них, как говорится, совсем нет сил, у них нет энергии, у них нет денег. Они в глубокой беде с гуманитарной точки зрения. То есть все в беде, но они как бы противостоят. То есть Иран развалины, одни остались, но он бы захватил весь мир. Ближний Восток, по крайней мере. Куба, этот коммунистический кровавый режим, столько вот там... У них ничего нет. Но мы их должны или дружественно, или недружественно захватить. Захватить, чтобы что? Чтобы у них все было? Нет, вряд ли. Вряд ли кто-то поделится всем тем. То есть Трамп — это такой Робин Гуд, да, вот он захватывает власть у больных, хромых, но очень амбициозных режимов и всех осчастливливает. Всех абсолютно. Почему? Потому что он фактически посланец Бога на земле. Я не шучу. Он сегодня публикует у себя, просто
умопомрачительную историю. Значит, запись, сейчас давайте разбираться, потому что это правда, это клиника уже. Значит, в 2007 году есть такой Ким Клемент, он пророчествует о Дональде Трампе. Значит, это знаменитый среди многих американских христиан, скажем так, вариант пророчества, оно такое странное, но точное. Значит, Ким Клемент, это южноафриканский вообще пророк, харизматик, он умер в 16 году, во время служения в церкви внезапно начал пророчествовать о будущем президента США. Многие его сторонники считают, что это прямо про Трампа, хотя имя Трамп он как бы не использовал, да, он там в игре слов, он как бы вот сейчас послушаем, там Трамп это типа труба или трубач переводится, да, или там как в библейской трубе, да, вот, значит, основные фрагменты из его записей, да, там он 10 февраля, получается, да, вот ровно, ну, 19 лет назад он говорит, что поставит президента на 2 срока, и он будет молиться. Короче, это пророчество сегодня что-то стрельнуло в голову Трампа, и он выложил у себя на странице. Это будет нечто весьма необычное в День Преображения. Я выйду на площадь, если хотите, к средствам массовой информации. И журнал Time не сможет не сказать то, что я захочу. Они скажут именно то, что я намерен сказать. Трамп станет трубой, говорит Господь. Трамп станет трубой. Я воздвигну Дональд Трамп, чтобы он стал трубой, а Билл Гейтс, чтобы открыть врата финансового мира для церкви, говорит Господь. Бог не забудет. Я не забуду теракты 11 сентября 2014 года. Я не забуду того, что произошло в тот день. И я не забуду стража, который стоял над Нью-Йорк, который вновь поднимется и будет хранить эту нацию, говорит Дух Божий. И будет так. Человек, которого я поставлю на высший пост, войдет туда, шепча мое имя. Но Бог говорит, когда он войдет в этот кабинет, он станет провозглашать его громко, силой Духа. Я скажу ему, моим духом, когда он вступит в должность, и на месте власти будет звучать молитва. Это будет молящийся президент. Не религиозный Это будет не религиозный, но молящийся президент. Молящийся и бомбящий Иран. виду, но человек, который молится. И все же, я смущу людей, говорит Господь. Я собью их с толку. Да, я это сделаю, ибо Бог тот, кто избирает. Он войдет, и люди скажут, у него горячая кровь. Но Дух Божий говорит, да, у него горячая кровь. Но он воздвигнет стены защиты вокруг этой страны с большей силой, чем прежде. И экономика этой страны быстро изменится, говорит Господь Саваоф. Слушайте слово Господне. Бог говорит, я поставлю у руля на 2 срока президента, который будет молиться. Но когда он начнет, он еще не будет таким президентом. Я поставлю его у власти, а затем крещу его Духом Святым и наполню моей силой, говорит Господь. Представляете? И он этим делится, он в это реально верит. Трамп — это труба. Слушайте, вообще всему труба что-то приходит с такими пророчествами. Он реально возомнил себя наместником Бога на земле. Он реально там, его дух создал этой трубой. А Билл Гейтс денежки будет давать. Да, конечно. То есть мы абсолютно видим, ну, как бы, волчару в овечьей шкуре. Кстати, тоже из Библии это. Это потрясающе просто. Это мозги на бекрень. Это вот прям вот нечто такое. Это что там? Что там? К нему прям все вот это тянутся. Он прям как Христос. Он там как бы блудным девицам моет ноги. Да? Вот даром только что в вино воду не превращает, понимаете? И не расступаются волны Ормузского залива, но это перед Моисеем, но тем не менее, это же как бы Господне чудо. Он тоже может прийти и сказать, вот все, расступились воды, теперь здесь суша, поэтому не надо плавать, давайте там тоннель выкопаем или давайте дорогу проложим железную. То есть, понимаете, какая странная история? Он во все это верит, к нему даже люди подходят. Значит, ресторан. Значит, и его вот там посетители, вот там, видите, флаг Венесуэлы, это ж типа уже США, Венесуэла, и он там со своей свитой подходит, и очень такой престарелый дедушка, на Байдена чем-то похож, значит, ну, правда, песок уже сыпется, да, ну, может, он, конечно, и Трампу одногодка, все-таки Трамп-то поживее будет, но он прям такой старенький дед, и он его схватил за палец и не отпускал.
Примечательно, все обратили внимание, что охрана ничего не делает. Ну, какой-то дед второго деда схватил за палец и держал, не отпускал. Вообще тема, скажем так, с пальцем, это, да, то есть это как бы Эрдоганова история. Это он так как цапнет Макрона и не отпускает. Причем несколько раз уже так было. Так а что захватчики Ближнего Востока? Что, как у них дела? Они ж, наверное, плачут, стонут, у них ничего нет. Они хотят выходить, наверное, соглашаться на какие-то условия. Аятоллу как бы выбрали, да, но аятолла там одни говорят, что плохо выбрали, да, то есть даже не по заветам старшего Хаменеи выбрали, другие там вообще как бы говорят протест против этого, может быть, третьи говорят, да нет, все присягнули, все поддержали, тем более он ранен, там фотографии его с окровавленным плечом распространяют. Что Иран? Наверное, все уже принимает капитуляцию, но министр иностранных дел как-то вообще по-другому говорит. Они атаковали ядерные объекты, но не смогли уничтожить нашу ядерную программу, потому что это, знаете ли, передовая технология, разработанная нами самими. Они также атаковали наши ракетные установки, но не смогли прекратить обстрелы самих себя. Поэтому боевые действия продолжаются, и мы готовы. Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы продолжать атаковать их нашими ракетами столько, сколько потребуется. Ну, то есть, пожалуйста, да, никаких переговоров. Он говорит, нет, о переговорах не может быть и речи, мы готовы воевать столько, сколько потребуется. Мы готовились, мы понимали, как это будет. Мы 20 лет изучали, как они себя ведут. 12-дневная война была такой репетицией, мы вообще, такой генеральной репетицией. Поэтому, пожалуйста, заходите, вступайте, развертывайтесь. Некоторые сенаторы, они же там ходят по разным брифингам, совещаниям, закрытым, полузакрытым, открытым. А они вообще говорят, что все уже разворачивают войска американцы там, в районе Ормузского пролива. Это Ричард Блюменталь. Я вышел с этого брифинга недовольным и рассерженным. Честно говоря, так же, как и после любого другого брифинга за мои 15 лет в Сенате. У меня осталось больше вопросов, чем ответов, особенно по поводу стоимости войны. На мои вопросы так и не ответили, и я буду требовать ответы, потому что американский народ имеет право знать. Больше всего меня тревожит угроза жизням американцев, если наших сыновей и дочерей могут отправить на землю Иран. Похоже, мы движемся к тому, чтобы развернуть американские войска на территории Ирана, чтобы достичь каких-то из возможных целей. И есть еще одна, не менее тревожная вещь. Призрак активной помощи Ирану со стороны России, что буквально ставит под угрозу жизни американцев. Похоже, Россия активно и интенсивно помогает нашему противнику, передавая разведданные, а возможно и оказывая другую поддержку. И Китай тоже может помогать Ирану, поэтому американский народ заслуживает знать намного больше, чем эта администрация рассказала ему о цене войны, о риске для наших сыновей и дочерей в военной форме и о возможности дальнейшей эскалации и расширения этой войны. Это война выбора, которую принял этот президент, а не война, выбранная американским народом, и она может иметь огромные последствия для жизней американцев. Вообще о последствиях, да, войны очень много сейчас рассуждений, очень много рассуждений и в той же России, которая как бы вроде как помогает, но не помогает, ну, по крайней мере, на слово не помогает. Пошли сообщения информационные, тоже, видимо, такого политического окраса, что, ну да, сейчас Иран, конечно, будет стрелять этими шахедами, но они у него рано или поздно кончатся, скорее рано, ну, постреляет он неделю-другую, после этого у него шахеды кончатся. И насколько много можно производить таких вот шахедов именно вот в условиях, в которых находится Иран? Ну вот давай возьмем Украину. Украина достаточно серьезно пораженная страна. Инфраструктурные объекты, значит, и так далее. То есть против Украины мы применяем чуть ли не ежедневно комплексный удар, состоящий из дальнолетов наших гераний, из крылатых ракет там, и так далее. То есть страна, по большому счету, уже не обладает промышленностью, как мы себе это представляем вот в обычном... Но третья технологическая лига, еще раз повторюсь, она тема характерна, что тебе не нужны производства. Производство нужно, но совершенно другой формации. Логистика, железнодорожная, там, фуры куда-то для производства дронов не нужно. То есть все это работает на небольших там газелях, ну такой форм-фактор, да, то есть все это перевозится. Значит, соответственно, для производства нет необходимости создания цехов, типа, там, я не знаю, какого-нибудь Челябинского тракторного завода, да. Это все делается буквально в гаражном форм-факторе. Просто у тебя там может быть не один гараж, а 5 гаражей. Но это все очень сильно распространено, как бы, ну, капиллярити. Уверен я, что производство шахедов и подобной техники, не только шахеды, FPV-дроны, они еще не пришли на бой. Это, кстати, очень хорошее наблюдение. FPV-дроны как-то вот не пришли на бой, а там расстояние, ну, там, Дубай, например, там, а там через, грубо говоря, ну, за лужей, ну, за проливом Ормузским там, а FPV как-то нет. Они, да, действительно, они там не поражают так сильно, но они очень
они могут, FPV-шки могут, собственно, парализовать все на свете, но их пока мы не видели. Соответственно, все это вместе производится не так, как привыкли к этому все страны там, Запада, США, Израиль. То есть такого завода, как по производству урана, для производства шахедов нам не надо. Это действительно может производиться очень распространенно, размазано по всей территории. И здесь как бы нет ответа. То есть нет, скажем так, способа, как бороться с такого рода производством. Нет заводов, нет логистических хабов, нет складов. У тебя все на самом деле производится, тут же запускается. Производится, тут же запускается. То есть потенциал Ирана здесь совершенно непонятен? Не ограничен. Пока Китай поддерживает Иран с точки зрения элементной базы для производства дронов третьей технологической лиги, Иран будет воевать бесконечно. Сейчас эту войну, которая сейчас началась на Ближнем Востоке, остановить могут не Штаты, не Израиль, а только Иран. Мяч на их стороне. Когда они захотят, тогда они остановятся. Ну и, соответственно, Штатам нужно решать, что с этим делать. То есть я так подозреваю, что вплоть до применения тактического ядерного оружия. То есть все к этому идет, по большому счету. То есть как по-другому, значит, заставить Иран прекратить. Но это не заставит в конечном счете. То есть, нельзя пустынную страну как бы пугать ядерным оружием. Да, будет большое количество мирных жертв среди мирного населения, огромное количество. Ну а кому нужны эти жертвы? То есть интереснейший посыл о том, что это, простите, Ирану решать, когда заканчивать. Когда заканчивать эти обстрелы соседних стран? Вот ему решать. Когда вот это противостояние сводить на нет. Они говорят, нет никаких переговоров, ни на какие условия не пойдем, все, у нас там аятолла новый, у нас все нормально. То есть, и правда, многие обратили внимание, ну хорошо, уничтожили, собственно, ракетное производство, да, есть такое дело. Ну вот правда, есть такое дело. Уничтожили ракетное производство. Значит, вот спутниковые снимки щедро же делятся. Это непосредственно завод баллистических ракет в Шахруде. Почти все производственные испытательные здания, вот видите, на снимках, уничтожены. А вот дроны в товарном количестве, которых действительно много у Ирана, они пока, правда, как-то не особенно приходят. Не особенно приходят. И, правда, вот военные обозреватели, вот есть обозреватель военной BBC Аксенов, он вообще говорит, вообще непонятно, что будет дальше. Вот тут есть предположение, что, опять-таки, без тактического ядерного оружия не обойдется. Но и то, ударили в пустыню тактическим ядерным оружием, хорошо, убили много иранцев. Ну, то есть, они Хаминеи убили, так и много иранцев убили. Войну же это не остановит. Как США с Израилем поймут, что они победили в этой войне? Они могут в любой момент выйти и сказать, что они победили. Они могут просто это сделать открыто. И сказать, что военные возможности Ирана снизились, что ракетная программа практически уничтожена, что ядерная программа, если не уничтожена, то отброшена на десятки лет назад, и уйти оттуда. Ну и, в общем, это будет достижением какой-то некой общей цели, которую в реальности они перед собой ставили, потому что убедиться в полном уничтожении ядерной программы, в полном уничтожении ракетной программы невозможно. Это может сделать только правительство, лояльное США и Израилю. Вот зачем нужно правительство. Чтобы пришло правительство и сказали, ой, все, вы нам все уничтожили, и подписало капитуляцию. Никакую войну не напоминает, нет? Добиться установления этой власти можно только проведя наземную операцию и оккупировав Иран. Но этого ни американцы, ни израильтяне делать, очевидно, не будут, потому что это невероятно сложно. Это я не представляю себе, как сейчас это можно сделать. Так что, скорее всего, в какой-то момент будет объявлено о том, что целей своих они достигли, и можно уходить. Другое дело, что будет, если Иран с этим не согласится? Вот, это самый интересный вопрос. То есть вчера Трамп выходит и говорит, мы всех победили, все уничтожили. Цена на нефть бумс и немножко упала вниз. Да? Сейчас там говорят 83, с утра было там 88. Классно же, да, то есть там уже, правда, его говорят, он играет на биржах, тоже сенатор, демократы его обвиняют. Ладно, биржи биржами, хорошо. То есть все, Трамп вышел и громко сказал, мы всех победили, все мы сделали, все, Иран вообще беззащитен. Все, пни упавшего в ухо. А если Иран не согласится и раскупорит свою кубышку с дронами, причем, еще раз, военные эксперты говорят, что, ребята, не было реактивных дронов. Эти мопеды были, а реактивных таких, которые в массовом, в товарном количестве, роя прям такого мощного не было. Что будет, если Иран не расстреляет все свои ракеты?
а сохранит несколько, некоторое их количество. Что если Иран сохранит некоторое количество пусковых установок и сможет периодически, время от времени, запускать ракеты, допустим, в Дубае? Вот эту ракету, она взлетела, ее сбили, но она взлетела, и она летела туда. Или в другие государства Персидского залива. Вот на этот вопрос у меня ответа нет. Ты хочешь сказать, что победа в этой войне теми средствами, которыми она сейчас ведется, невозможна? Победа в этой войне теми средствами, которые сейчас используют американцы и израильтяне, она не видна. Не видна. То есть уходит, аккуратно отвечает. Победа не видна. Хотя вот некоторым видна. Некоторые вот прям активно продвигают линию, что вот Трамп, красавчик, всех победил, всех убил. Нет этого образа этой победы. И, соответственно, никто не может, мы с тобой не можем, люди со стороны, никто не может сказать, что, вот точно, они победили. Об этом могут только они сами. Они сами опять все упирается в то, чтобы они сами это сказали. Они сами. Путем подкупа, шантажа, доведения до изнеможения, но сами. Но Иран, он же все-таки не в вакууме. Очень интересный, такой достаточно, яркий, один из ярких, вот этих, как говорят в Украине, пропагандистов телевизионных. Он не из пула, там, по-моему, НТВ или Первый канал. Короче, Норкин говорит, что, подождите, а вот это как раз-таки перемалывание и уничтожение Ирана очень серьезно бьет по интересам России. Поэтому столько сейчас шумихи вокруг того, и Витков, бедный, уже говорит, что отстаньте, не помогает. Они нам сказали в телефонном разговоре, не помогает Россия Ирану. Почему? Потому что деньги большие были вложены. Я так погляжу, не все еще понимают серьезность всей ситуации с Ираном. Каждый день мы несем убытки. Например, мы строили транспортный коридор в Индию через Иран. Стоимость проекта почти 2 миллиарда евро. Сейчас, конечно, все это заморозили. Также мы инвестировали в 2 иранских порта. И если дойдет до ударов по портовой инфраструктуре Ирана, не будет наших активов. В этом году планировали запустить производство автомобилей «Лада» из привозных российских машинокомплектов. Производство автомобилей даже планировали. «Ладу». Понимаете? «Ладу» в Иране собирать. Сборка грузовиков КАМАЗ. Также мы полностью остановили поставки зерна в Иран. Мы теряем миллионы. Но самое важное, Россия выдала Ирану кредит в размере 5 миллиардов долларов. И кто теперь будет его выплачивать? Как нам будут возвращать утраченное? Сперва Венесуэла, теперь Иран. Каждый день унижение и приближение к пропасти. И приближение к пропасти, да, каждый день. Но кто будет выплачивать? Непонятно кто. Там интересно нарядили, конечно, Норкина на этот эфир, представляете, носочки под цвет маечки. Для того, чтобы ярко образ был, так сказать, запечатлен. Но многие на самом деле задают эти вопросы. Потери достаточно велики. И, конечно, можно рассказывать о ситуативном, временном или плюс-минус там среднесрочном, посмотрим, куда вывезет, на топливной цене на энергоносители и там подключение Индии. Можно говорить о ситуативном выигрыше Москве, но в целом-то проекты были ого-го какие. Это вам не просто так железную дорогу построить, путь, коридор в Индию, заводы пооткрывать и, так сказать, собирать даже крупноузловую, но все-таки сборку в Иране автомобилей. Это вам не просто так. И возникает очень много вопросов, да? Что будет с Ираном дальше? Ведь у Трампа, он же как мессия, но у него какие-то абсолютно людоедские шаги и поступки. Вот он у себя пишет. Это просто потрясающе. Значит, призвал конкретно Эрдогана призвал, взять и убить нового аятоллу. Так. Взять и убить. Пожалуйста. Говорит, послушай, господин Эрдоган, ты крепкий парень. Мне нравятся крепкие люди, не слабые, не неудачники. Вы произносите отличные речи, фантастические речи. Все так говорят, прекрасные речи. Но как насчет ракет? Ракеты? Давайте покажите мне ракеты. Давайте сделаем это вместе. Вы и я. Прям Зеленским пахнуло так, да, вот это вот, зробимо их разум. Да? Мы покончим с этим младшим Хаменеи, сыном маленьким Хаменеи, не такой великий, очень слабый по сравнению со своим отцом, полный легковес, полный неудачник, мы его уберем легко, очень легко, никто не делает это лучше нас, никто. Итак, Эрдоган, разговоры или действия, речи или ракеты? Решайте быстрее, потому что я готов, всегда готов, очень готов, мы можем это устроить по-крупному, поехали. Это не просто слом мирового порядка, это прям
это прям одище. Он мало того, что сам убивает лидера другой страны, он зовет третьего конкретно убить. Ну, то есть, Эрдоган, да, Турция там светское государство, но оно религиозное, понятное дело, да, ну, они как бы тянутся к светскому, это республика все-таки, да, там, как бы Ататюрка почитают, но это все-таки мусульманская страна, а он духовного лидера, да, шиитов, ну, хочет, чтобы вот так взяли и убили. То есть Трамп делает максимум... Это прям змей-искуситель у него. Давай, покажи свои ракеты. По Турции сегодня прилетело. Но Турция выдает феноменальный ответ от Эрдогана, его администрация, канцелярия. Феноменальный. Он говорит, очень жестко, мы разворачиваем новые там системы ПВО, потому что, ну, там на востоке страны у них базы НАТО, да, и туда летело. Сбили уже вторую баллистическую ракету. И всех жестко предупредили, но такое ощущение не прямо, но читалось, что они предупредили Израиль. Конкретно Израиль. Потому что, простите, турки в курсе, кто провоцирует и втягивает в войну. Сначала Алиева, так сказать, потом вот Эрдогана. Ну, Алиев как бы тоже сделал жесткие заявления, собрал там войска, подтянул, развернул. Ну, гуманитарку отправил в Иран. Получается, режим поддерживает, понимаете? То есть тут сейчас очень опасное время. И Трамп ведет себя как, ну, абсолютно, ну, не тот человек, который всех победил, всех разбомбил. Послушайте, если вы так легко с израильтянами расправились с Хаминеи, если вы так легко там всех уничтожаете, если вы конкретно, да, вот списки публикуете на израильском телевидении, вот прям вот шоу, телевидение, канал израильский N14, значит, в эфире новый список целей. Матштаб Хаминеи, верховный лидер. Али Лариджани, секретарь Высшего совета нацбезопасности. Галам Хосейн Эджеи, глава судебной системы, Али Абдуллахи, командующий Центральным штабом и армией Ирана, Мохаммад Багер Галибаф, спикер парламента, Ахмад Вахиди, новый, это глава КСИР. То есть вот все, пожалуйста, они всех назвали. Мы вас будем убивать. Все спрашивают, подождите, а в чем дело? Откуда столько кровожадности у наместника Бога на земле? Что это за воинство Господне? Что-то как-то не сходится. Ну, хорошо, что есть сенаторы, которые это объясняют. Тед Круз вышел в эфир и рассказал, почему Трамп так кроваво настроен. Дважды Аятолла нанял киллеров и отправил их убить президента Дональд Трамп. Поэтому, думаю, президент Трамп принял вполне разумное решение – действовать как главнокомандующий, чтобы остановить эту угрозу для Америки. Все понятно, он просто дважды убить его хотел, Хаминеи. А вот он теперь, вот это, так сказать, это же угроза для Америки убить Трампа, поэтому надо убивать вот этих лидеров. Ну, все понятно. Вот вам и подоплека. Есть, конечно, другая версия. Сегодня вот этот польского происхождения канадский журналист говорит, что есть видео у себя пишет, где Трамп занимается, в общем, всякими разными приятностями с несовершеннолетними. Это только вопрос времени, когда эти видео появятся в сети и, в общем, закончат его президентство раз и навсегда. Запомните этот твит. Марк Слапинский пишет. Ну, там потом полистали, конечно, его страничку, полистали бэкграунд, он вообще такое, много чего такого пишет, но поэтому, в общем, не верьте ему. Он пишет какую-то ерунду, он ничего не знает, это просто он такое мнение свое высказал, не переживайте. Ну, они же там что, канадцы тоже, вроде как свобода слова, поэтому вот и чешут язык, как помело, направо и налево. Так а что с Израилем? Ну, как бы Израиль провоцирует, втягивать другие страны. Израиль сам решает свои задачи. А вот видео, где, как утверждается, опять-таки, да, Хезболла нанесла удар по базе стоянки танков Меркава. Мне сегодня писали кто-то: Шелест, ты там прям знаешь. Этих видео днем с огнем. Радиолокационная станция, разрушенные дома Тель-Авива, китайцы снимают, узбека сразу приняли, он там на телефон что-то снимал, его сразу там как бы к ногтю и говорят, не-не-не, не надо тут ничего снимать. Поэтому версий масса. Это как бы Трамп понимает эту игру, да, у них порядки другие в Америке, он там и
погибших солдат встречает, и Пентагон сегодня, я уже говорил, 140 раненых озвучил, сколько из них вышли из строя надолго, сколько уже вернулись, там 8 погибших. То есть это хоть какая-то официальная информация. Официальная информация от Израиля скупа, но вот по отношению к противнику не скупа. 15% они собираются оккупировать Ливан, хотят пойти и дальше, там вообще чертят как бы историю на полстраны, но Хезболла никуда не делась, она противостоит, она бьет и попадает. Просто не рассказывают, куда попадают. Если не рассказывать, куда попадают, то, в принципе, все и хорошо. Выглядит все, правда, как избиение младенцев. И Израиль избивает Хезболлу, Америка избивает Иран, Израиль бьет по Ирану. Ну, все хорошо, все нормально. Вот, пожалуйста, корабль очередной уничтожили американцы. Смотрите. Па-па-па-па. Да, вот так. И вот это вот все как бы разлетается. Красивая же картинка, мощно. Все в шоке, едут по дороге и смотрят, как США уничтожают. Конечно, нет никакого флота, ничего нет. Ничего не происходит. Ну и ПВО, конечно, у Ирана нет. Хотя странно, тяжелый разведывательный беспилотник Иран смог подбить. Значит, что-то таки есть. Какое-то ПВО есть, причем эти новости приходят с заметной периодичностью. Самолеты, значит, они подбить не могут, но беспилотники бьют периодически. И картинка плюс-минус детализована, видите, и конкретно факт сбития. То есть, да, есть такое дело. Значит, какая-то ПВО еще осталась, не все вынесли, как рассказывают. А если нет, то почему они, получается, дают авиации, если есть ПВО, дают себя бить? В общем, у Ирана своя персидская восточная стратегия. Они не пускают дроны в массовый вот этот вот запуск. Они все очень размазывают, рассредотачивают непосредственно там по территории Ирана. Кто-то скажет, да, возможно, они действуют как Украина и проводят эту параллель, потому что ждут какой-то помощи, ждут новой реальности, в которой они оказались уже больше, чем 10 дней, но сами поражают объекты. Да так, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Арабских Эмиратах, в Рувайсе, сегодня сообщил, что прекратил работу после удара дрона и пожара. Все, Bloomberg со ссылкой на источники об этом сообщил, и НПЗ крупнейший минус. И получается, что минус этим самым товарищам, у которых есть базы американские на их территории. Вот непосредственно так выглядит Дубай. Россияне фотографируют, говорят, не было такого даже при ковиде. Все стараются выбраться оттуда, свалить, уехать, сбежать. Вот россиянка рассказывает о своем случае. Я застряла в Дубае. Да, лучше бы эта фраза означала переезд или начало новой жизни, но, сука, нет. 28 февраля я должна была вернуться домой, но мой рейс отменили. Кстати, компания Азимут деньги за него мне так и не вернула. Мне пришлось заселиться в отель за свой счет. Сегодня 4 марта, и я до сих пор живу в отеле за свой счет и ем за свой счет. Отели относятся на похер. Негде жить, живите на улице. Нечего есть, сожрите говна. Некуда идти, идите нахер. Мол, вылетели пробные рейсы в Москву, а значит, вы можете улететь. Да, только билет стоит, как весь мой отдых в Дубае. И не факт, что ты вообще улетишь, даже если сам билет на самолет купишь. Знакомые взяли билет из Дубая в Тбилиси. Отменили. Другие взяли на Стамбул. Отменили. На Ереван. Отменили. На Москву. Отменили. Все, отменяют. Кто-то успел выдвинуться через Оман. Но сейчас-то история тоже непонятна, потому что если границу или аэропорт в Омане закроют, то обратно в ОАЭ нас уже не пустят. Отели в Омане все переполнены, поэтому мы буквально будем спать на улице. Ситуация стабильна. Стабильно, непонятно, не ясна. Я хочу домой. Отправьте меня, пожалуйста, домой. Меня ждет ребенок, меня ждет моя семья. Я хочу домой. Ну, так и пишут, такие видео записывают. Я хочу домой. Сталкиваются с проблемами. Деньги нужны, условия. То есть, вот вам и сказочный Дубай. Необыкновенный, как град на холме, в пустыне. Возвели вот это все. Да, роскошь, гламур, финансисты, богачи. Съездила, посмотрела Дубай.
многие люди, вот, с которыми я общался, говорят, слушай, там вообще просто все неимоверно дорого. Ну, просто люди едут туда, чтобы там хоть раз в жизни побывать. Ну, те, которые любят и задвинуты именно на путешествиях. И вот она съездила. Понятно, что это не какая-то там, скажем, ну, за чужой счет, да. Люди прям берут деньги, тратят их для того, чтобы там побывать, посмотреть на эти небоскребы, на вот эти там чудо-фонтаны, на вот эти острова насыпные. Все же классно. А сейчас получается правдивое название вот этого российского шоу «Выжить в Дубае». Выжить в Дубае. Просто россияне знали и, как бы, видите, медийно готовили своих соотечественников. Но вернемся к Трампу. Трамп сам подвел, скажем так, ну, не то, что он сам подвел итог, да, сам сказал обо всем том, что он натворил. Президент мог бы это сделать. Нет, я не хочу хвастаться, но знаете, они говорили это о многом. Ни один другой президент не смог бы натворить столько дерьма. Некоторые вещи я делаю правильно. Некоторые, конечно, делают правильно, но ни один бы, вот правда, ни один бы не смог столько дерьма натворить. По поводу баз, очень важная мысль. Вот это Fox News показал бомбежки Эквадора. Там у них спецоперация проходит, они там всех нехороших парней, в общем, так они прям реально бомбят, прям боевые действия. Но многие, которые следят за этой частью света, они говорят, слушайте, ну 3 месяца назад Эквадор что? Отказался от размещения базы американской. Проходит 3 месяца, находятся нехорошие люди, преступники какие-то, которых надо вот именно бомбить. Причем нагибают правительство и делают это якобы вместе с правительством, то есть... ну, как вот с картелями борются. Представляете? То есть тут как бы и не сказать, что вот эти, конечно, купающиеся в роскоши арабские шейхи, они вроде как подвластны себе. Нет, не подвластны себе. Никто не может взять и отказаться от этой базы, которая была уже размещена на Ближнем Востоке, в том числе. В том числе. Ну и, конечно, знаете... отдельно сегодня тоже. Она, кстати, будет, наверное, вот если это будет все-таки недолгий конфликт на несколько недель, это будет сопровождать весь конфликт и еще далеко после этого конфликта, после этой войны, которую там США развязала с Ираном. Это, конечно, история с ударом по школе в Минабе детской, ну, по девочкам. Ракетный удар. И, вероятно, ракета «Томагавк» уничтожила ту иранскую школу для девочек. Так считают, что это могли сделать американцы. Примут ли США какую-то ответственность? Пока я этого не видел. И скажу вот что. «Томахок» — одна из самых мощных ракет, которые существуют. Но ее используют и другие страны, и она им продается. Вы это знаете. И неважно, Иран это был или кто-то другой. Кстати, у Ирана тоже есть «Томагавки». И я бы даже хотел, чтобы у них было больше. Но будь то Иран или кто-то еще, факт в том, что «Томагавк» довольно распространенная ракета. Ее продают и другим государствам. Однако сейчас идет расследование. То есть иранский томагавк. Ну, то есть он договорился до того, что это иранцы сами выстрелили для того, чтобы как бы поддержать население, там духовный лидер плюс девочки, вроде как народ будет сплочаться и держаться. Это они выпустили томагавк. Они выпустили томагавк. Газета «Нью-Йорк Таймс», значит, пришла к выводу, что в школу в иранском городе Минаб 28 февраля в результате удара погибло 160 человек, поразила именно американская ракета. Значит, они опубликовали снимки, фрагменты с серийными номерами, маркировкой Made in USA, а также детали с названиями компаний Globe Motors и, в общем-то, там другая BAL Aerospace Technologies. По данным газеты, обе компании поставляют компоненты для ракет по контрактам с Пентагоном. На одном из найденных фрагментов также присутствует маркировка SDL-антенна, антенны спутникового канала связи, которые в более современных версиях Томагавк. Кроме того, на деталях указан номер контракта Министерства обороны США, ну или уже войны, да, относящиеся к заказу 2014 год. Значит, обнаруженные элементы совпадают с фрагментами ракет, найденных после ударов «Томагавк» в других странах. В день атаки США опубликовали видео запуска ракет «Томагавк» с кораблей ВМС по целям в южном побережье Ирана. В том же регионе, где пострадала школа, глава Кейн, Объединенный комитет начальников штабов, подтвердил, что такие ракеты применялись. Значит, по поводу других стран. Иран такими ракетами не располагает. Помимо США, ими обладают только Великобритания,
и Австралия. Вот это вот полный фарш, полный, так сказать, набор этих обломков, которые представили, да, вот только сегодня. Только сегодня и только сейчас. Где все это можно, в общем-то, рассмотреть, и издание, да, вот это все как бы и декларирует. Поэтому это большая проблема. Этот удар – это очень большая проблема. Этот удар, собственно, и в том числе вместе с там, помощью Израилю рассорил Трампа со своим сторонником Такером. На самом деле удар был нанесен дважды, с интервалом примерно в 40 минут. Это очень похоже на так называемый двойной удар. Сначала бомбардировка, а затем атака по людям, которые пришли спасать раненых. Именно так это выглядит. Но, будучи американцем, ты должен верить, что это была трагическая ошибка. Однако это нужно проверить. Мы должны точно знать правду, чтобы сохранить свою честь. Потому что если однажды утром ты проснешься и поймешь, что живешь в стране, которая считает допустимым убивать не только военных, но и их дочерей, такая страна не стоит того, чтобы за нее сражаться. Говоря лично от себя, я исхожу из того, что это была трагическая ошибка. Но крайне важно дойти до сути. Как это произошло? Это было автономное оружие. Кто принял решение? Была ли это программа искусственного интеллекта, которая выбрала цель — школу? Возможно, она приняла ее за другой объект или решила, что цель находится в допустимых пределах, нанесла удар, а затем ударила снова через 40 минут. Если это так, то надо завязывать с таким искусственным интеллектом. Вообще, эта тема, кстати, искусственного интеллекта, она вот прям будоражит в американском интернете всех. То есть автоматически выбранная цель. То есть этот интеллект запустили, а он сам ее выбрал, распознал и ударил по девочкам. То есть его это автоматическое оружие никто не контролировал. О том, как он сходит с ума, этот искусственный интеллект, уже многие блогеры говорят на Западе. Obviously, building agentic applications, LLM-based applications is extremely exciting, but keep in mind. Очевидно, создание генеративных приложений и решений на базе больших языковых моделей — крайне захватывающее направление. Но нужно помнить, они ненадежны. Я работаю с несколькими компаниями, и одна из главных проблем — разработчики не отслеживают все, что происходит в системе. Это связано с особенностью таких моделей. Они всегда дают ответ. Если вы пишете обычное программное обеспечение, то при сбое появляется сигнал, журнал событий или исключение. Вы сразу видите проблему. Но при работе с большими языковыми моделями вы все равно получаете ответ. Он выглядит логичным и связанным, но при этом может быть полностью неверным. Если не следить за этим внимательно, вы слишком поздно заметите проблему. Возможно, вы уже слышали об этих случаях. Например, Chevrolet продала автомобиль за $1. Это сделал их чат-бот, и эта история стала широко известной. Другой пример — Air Canada. Их чат-бот придумал несуществующее правило возврата денег. Компанию подали в суд, и им пришлось выполнить это обещание, хотя такого правила у них никогда не было. Есть и другие громкие ошибки. Например, бот для найма сотрудников у Макдональдс, Макхайр. Исследователи смогли взломать его, просто угадав пароль 1, 2, 3, 4, 5, и получили доступ к данным системы. Все эти случаи — провалы приложений на больших языковых моделях. Поэтому моя рекомендация такова. Существует статья и доклад UX22 для генеративного искусственного интеллекта, которые помогают избежать подобных проблем. Если вы используете большие языковые модели в своих системах, стоит посмотреть видео. Оно бесплатно и размещено на YouTube. И прочитать статью под названием «Наблюдаемость и оценка искусственного интеллекта. Операционная система для надежных продуктов на больших языковых моделях». В каждом разделе там даны конкретные практические шаги, которые помогут перейти от полностью ненадежной системы к полной наблюдаемости, чтобы вы могли контролировать подобные проблемы. То есть солдафоны с Хексидом во главе, министром войны, не перепроверили за искусственным интеллектом цель. И это стало большой проблемой. Если эта версия, конечно, подтвердится, расследование там будет идти и продолжаться, но смотрите, они запустили это расследование не потому, что девочек жалко. Они запустили, потому что это вот новый этап, это новое как бы оружие. Трамп не только диском-бомбулятором хвалился, а в принципе война при помощи искусственного интеллекта — это сейчас там новый тренд, он развивающийся, динамично развивающийся, но он может приводить к ужасающим ошибкам. Им нужно исправить ошибку. Им не нужно там покаяться, что-то еще, там, американцы шокированы, я имею в виду верхушку, да, им нужно ошибку исправить. Вот эти девочки — это как бы положенные души на алтарь развития автономной системы боя. Ну, вот если так проще выражаться. Ну, там, большие лингвистические модели, вот это LLM, там, Large, ну, в общем, Language Model, в общем, то есть по
подходит к большой лингвистической модели солдафон, иногда тупой, который: о, смотрите, она сама там выбирает цели, работает отлично. А что она выбрала? Непонятно. История с этим 1, 2, 3, 4, 5 паролем от HR, базы сотрудников Макдональдс, это, конечно, просто потрясающе. То есть, еще раз, люди выбирают людей. Люди ответственны за политику и за все происходящее. Люди. Но так, получается, никто не ответственен. Это вот ошибка. Оно само. Теперь это выражение заиграло новыми красками. Если раньше там просто само сломалось. Что подумай, что поделаешь, да? Само. А кто у руля по разным ведомствам, да в той же Америке? Кеннеди-младший, у которого червяк в голове. Кеннеди-младший, у которого он переболел болезнями страшными. Кеннеди-младший, например, который опубликовал видео, где он дерется с Пончиком и побеждает его пирамидкой Гордона. То есть, вот смотрите, все как положено. Игра, ready, go, полетели, Пончик, они стремятся навстречу друг другу. Так вот, пирамидка Гордона. Все. Победил Кеннеди, применил пирамидку Гордона. Сделаем Америку снова здоровой. То есть вот эти люди отвечают за большие системы управления. Они применяют большие языковые модели, интернет. А получается на выходе вот то, что получается. Нет, искусственный интеллект — это модно, это здорово, это классно. Вот в Польше, например, просто же потрясающее видео сняли, как идет, это постановочное видео, как вот робот выгуливает собачку. Представляете, это какая милота, это так здорово. Но все ошибаются. Вот с одной стороны завирусилось в Польше вот это видео, да, с роботом, а с другой стороны страшные вещи происходят. Потому что воздушный шар, женщина погибла, он ударился об дом, врезался в дом, понимаете? Ужасные вещи. Каждый ошибается. Человека должен перепроверять. Человек, так нельзя. И вот эти девочки, это очень серьезная тема. Очень серьезная тема. Вообще, скажем так, не только потому, что это жуткая трагедия, а потому, что это нам показывает, куда война идет. У кого, какие козыри, как говорится. А люди ошибаются. Правда, ошибаются. Вот Урсула сегодня призналась, что ошиблась. К сожалению, история с атомной энергией иная. Вы объяснили, почему. В 1990 году треть электроэнергии Европы шла с атомных станций. Сегодня только около 15%. Снижение доли атомной энергии было сознательным выбором. И, оглядываясь назад, это была стратегическая ошибка Европы — отвернуться от надежного, доступного и низкоэмиссионного источника энергии. То есть она выходит и говорит нам, что 6 лет, она 1990 упоминает, мы вот выбрали тогда неправильную стратегию. Так может и вообще в принципе вы выбрали неправильную политику, но искусственный интеллект уже отбомбил по девочкам, если это был. Да? Уже мы поменяли целые кластеры, сколько людей остались без работы, сколько людей в том числе поэтому не родилось, потому что есть зеленая повестка, да, и привычные модели не совершенствовались, а просто консервировались и, в общем-то, сплавлялись. А вот теперь она говорит: ой, извините, мы неправильную стратегию выбрали. Джеффри Сакс очень интересно об этих товарищах высказался. Стармере, европейцах. Главная причина, по которой такие люди, как Стармер, Мерц, Макрон, Линдси, Грэм, действуют так, заявляя, что война должна продолжаться, заключается в том, что, во-первых, страдают не они сами. Они отправляют молодых украинцев на смерть. Во-вторых, они высокомерны и не учитывают правду. А правда очень проста. Сейчас он скажет про правду, но вы же понимаете, что это такое? То есть вот эта Урсула, которая
Там, они там считали, 200 миллиардов выделили Украине, такая Каллас говорила. Это Урсула, которая срывала вместе с группой товарищей европейских политиков, Макроном, вот этим Стармером, да, вот этим всеми, которые там 100-летний договор. Они заключают 100-летний договор, понимаете? То есть эти люди, они просто потом скажут через 30 лет: ой, да мы тут ошиблись, извините, пожалуйста, украинцы. Но украинцев-то не вернешь. А можно было подписать мир, позавчера, в Стамбуле 22 года? Война была спровоцирована большой ложью, которую Соединенные Штаты и Германия сказали Горбачеву и Ельцину. Они сказали Горбачеву и Ельцину в 1990 году, что если Германия объединится, НАТО не будет продвигаться на восток. Сколько совпадений. Урсула говорит, мы там 30 лет назад неправильную стратегию выбрали, энергетическую. Вот сейчас вот это вот всплыл 30 лет. Это все вот сначала, в 90-м году, это все с Горбачева пошло. Вот и все. Гельмут Коль 10 февраля 90 года прямо сказал Горбачеву: «Мы не воспользуемся вашим положением. Мы не будем использовать объединение Германии для ослабления России». Но правительство США живет ложью. Поэтому особенно после распада Советского Союза в декабре 1991 года США сказали: «Мы выиграли, вы проиграли, мы можем делать все, что хотим». И они начали расширение НАТО. Вот и все. То есть все четко, просто, доступно, понятно. Можно вспомнить еще, что он говорил этим европейцам. Так а что правительство США? А правительство США – это вообще еще те экономические убийцы. Каждый 4-й человек в мире сегодня живет под санкциями США, вдумайтесь. Они стали причиной 38 миллионов смертей с 1970 года. Среднее число погибших составляет от 400 тысяч до более миллиона человек в год. Это пишет журнал Lancet и приводит статистику. То есть санкции США приводят к гибели людей, к нерождению миллиона в год на планете. Каждый 4-й житель под санкциями находится. Это все про жизни людей. Это не про пукающих коровок или там грязного производства, или там парникового эффекта, выбросов каких-то. Это все про экономические уклады и про жизни людей. Понятно, что туда не считают, там каждый 4-й, имеется в виду, что крупные страны, да, то есть санкции, которые вводились, и вот эти ограничительные меры, и Трамп, конечно, тоже еще там добавляет свои тарифы, он это санкциями, вводит санкции, но в основном тарифы, чтобы избежать вот это слово. И Европа, который там 20-й пакет сейчас тушится, да, вместе с 90 миллиардами, но Орбан не дает. А у нас война. У нас вот тут Славянск. 4 бомбы сегодня прилетело. 6 погибших, кажется, там куча раненых. Но все говорят, что есть успех. Потрясающий успех. Пока нам генерал один рассказывает, что Днепропетровская область, собственно, почти что очищена от россиян, почти все освободили. Дипстейт говорит, что россияне продвинулись в районе Поддубного, около как раз границы с Донецкой и Днепропетровской областей. То есть там их потеснили, а тут они идут. Так кому верить? Потому что тоже, наверное, искусственный интеллект нам это выдает. Нам вообще все хорошо. Я поражаюсь с этих материалов, с этих статей. Вот смотрите, приводят инфографику, да, популярный, СБУшные, они все теперь СБУшные, там приводят экспертов, мысли. Топливный кризис, пока Европу трясет, Украина держится. Перемога, понимаете, держится. В Европе цены на горючее улетают в небо с конца февраля. Германия дизель плюс 22 гривни, бензин 13 гривен литр. Польша 23 дизель, бензин 8 с чем-то. Почти 9. Италия, дизель 18 гривен. В гривне ж перевели, чтобы украинец считал. Испания, вот смотрите, как у всех все дорожает. А в Украине значительно меньше подорожало. Несмотря на войну, инфраструктуру уничтоженную, зависимость от импорта. Почему мы оказались более устойчивыми? Потому что уже такой кризис был у нас в 2022 году, и нам удалось быстро перестроить логистику. Вообще, Украина впереди планеты всей. Учитесь у Украины, как преодолевать кризис.
Ну, то есть, все хорошо. На фронте все хорошо. И так посмотришь, и в России тоже все хорошо. Путин сегодня принимал Пушилина и говорит, что смотри, как в Донецкой области все классно. Действительно, по праву Донецкая область считались одними из самых развитых центров Советского Союза. Ну, это было давно, но он хвалит его сегодня. Ну, смотрите, подхудал, так сказать, руководитель же молодой. Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы. Но и восстановление идет довольно быстрыми темпами. Я посмотрел, ну, мы с вами в контакте в целом, но я посмотрел по тем данным, которые у меня есть, при всех проблемах, а их еще очень много, ну, еще боевые действия даже идут в некоторых районах. Но... Вообще очень интересно, я почему это вот демонстрирую вам, очень интересно, как говорит Путин об этом. Ну, там, говорит, 15-17% осталось отвоевать. Ну, там еще где-то идут боевые действия, понимаете? Такое ощущение, что все сворачивают вот этот нарратив. То есть, когда Путин приезжает непосредственно в штаб генеральный, он одевает форму, ему докладывают, он объявляет, что Купянск взяли, он объявляет, там еще что-то взяли. То есть, это совсем другой тон. А тут, говорит, ну, где-то там еще боевые действия, а так, смотрите, как вы развиваетесь, какие вы молодцы. Но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами, и под руководством вашей команды мы наблюдаем хорошее движение вперед, прогресс-то есть. Похвалил Пушилина, а тот выдал ему в ответ какую-то вообще умопомрачительную историю, которая нам показывает, и это очень важно сейчас посмотреть всем, как вообще эти карты рисуются. Как рисуются карты. Я, конечно, если честно, долго думал, ну бред какой-то. Ну как это можно сидеть вот это и рассказывать, да? Донбасс, который там понятно, что восстанавливается, ну где? Ну, то есть, весь простреливается, понятно, что боевые действия подизмотали, строят, отстраивают, восстанавливают. Ну, там, подальше, в тылах. А что на передовой? Это не какие-то 15-17% с точки зрения Донбасса. Но, как бы, видите, довольны Пушилиным, все хорошо. То есть, с водой эти проблемы, которые были, все уже, их уже нет. Ну, посмотрим, сейчас, как бы, пройдет половодье, что будет дальше. То есть, такое ощущение, что они уже обо всем как-то или договорились, или что-то Путин знает, когда так говорит, в таком тоне о успехах Донбасса, или он четко, как бы, есть уже стратегия и видение выхода, завершения. Я не к тому, что там ВСУ сейчас будет, они бы удержали вот Славянско-Краматорск, но в тональности что-то такое вот прослеживается. Что-то эдакое. А вот эта история про ходатайство о награждении бойца из Самары от Пушилина нам немножко дает понимание, что такое вот эта вот современная война. Как там, третий уклад, да? У нас из Самары молодой парнишка, 21 год. Отслужил срочную службу, потом подписал контракт и участвовал вот в освобождении, в том числе и в штурмовых операциях, возглавлял штурмовую группу. И вот он сейчас на красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино. Так получилось, что в сложных условиях очень важно было... Гришино обходит со всех сторон. Да. Но вот чтобы это стало возможным, он внес свой вклад каким образом? Он, когда штурмовая его группа зашла, он, по сути, остался один. Он удерживал позиции 68 дней. 68 дней один на позиции. Гришина, там замес, ну, такой дебелый. Путин сразу в курсе про Гришина, потому что, ну, он интересуется. Он говорит, обходят, действительно, так и есть. Обходят, ВСУ сражаются, идут атаки взаимные, как бы отбиваются. Но он один на позиции 68 дней. Владимир Владимирович, 68 дней. Сейчас и с командованием разговаривали, это 51-я армия, это Южный военный округ. Ну, конечно, он 68 дней, представляете, сколько было контратак противника, они пытались выбить. Он умудрялся, его передавали ему, и невозможно было подойти туда. Коптерами передавали, и боеприпасы, и мины, и продовольствие, просто чтобы он выдерживал это все. И ночью пытались, и днем пытались, с артиллерийской подготовкой, и с флангов пытались. Он их 68 дней удерживал. Вот его сейчас удалось эвакуировать, он выполнил все поставленные задачи, ребята пошли уже дальше. Его, к сожалению, вот столько дней, вот он еще хоть выходил на своих ногах, к сожалению, вот 2 ступни ампутировали. Врачи, он находится сейчас в больнице. Конечно же, такая история особенная.
Ну и вот он просит его медаль, да, Путин говорит, конечно, и по медицине поможем, и медаль. Ну смотрите, тут дело не в медалях, здесь никакой нет там кого-то глорификации или что. Я хочу просто на этом примере показать, смотрите, я вот так там переуточнил, так точно так же и с другой стороны. Точно так же. Один остался, да, вдвоем, втроем, сидят на позициях, коптерами перебрасывают еду, продовольствие, там какие-то еще вещи, да, там, помогают, так сказать, чтобы держалась эта позиция. То есть позиции как таковой в понимании наших фильмов, что вот окоп, там сидят вот эти солдаты, ее нет. То есть это должно наталкивать только на одну мысль. И к чему вот этот скажем так, вот этот диалог, да, о том, что вы там хорошо расстанавливаетесь, 15. Во-первых, проценты как-то по-другому считаются, раз такая война. Раз он один сидит и ждет, пока там остальные подойдут. А подойдут или не подойдут, или там его ликвидируют, а кого-то другого забросят, и он так следующий будет сидеть еще непонятно сколько дней. Лисьи норы вот эти, которые мы в шуме обсуждали. То есть это абсолютно другая война. Где-то так оно и как бы и выглядит. Может, там, конечно, накинули несколько дней, но такая вот война. Но мысль главная, что ее легко закончить. Как оказалось, легко закончить. И когда там нам рассказывают про 2000 километров фронта, про какие-то растянутые... Смотрите, так вот оно как на передовой. Сидишь на позиции, и тебе коптерами забрасывают снарягу, еду, и вот такая вот война. Да, ступней лишился. Конкретно этот 21-летний пацан, да, вот который 21 год. Война, пятый год идет. А ему 21. То есть это абсолютный трэш, который надо заканчивать. Просто с позиции вот этой конкретной истории. Может быть, где-то там приукрашены, но так оно и есть. И поэтому мы можем каждый день говорить, что мы там отбили все, или всех убили, или всех уничтожили, 50 тысяч русских ставить на ценник или на цель, да, какую-то, на мишень. Вот такая вот война. А в тылах своя история. Вот сегодня отчитались, что, значит, агентка ФСБ в Киеве была. Представляете? Не было, а вот она появилась. 34 года женщине. Она через Телеграм познакомилась с вражескими спецслужбами. За награду, за денежку согласилась собирать и передавать информацию о том, что, какие удары, куда, попали по ТЭЦ. ТЭЦ фотографировала какой-то, да, и, в общем, передавала данные. В феврале этого года она фотографировала обстрелы одной из столичных ТЭЦ. Ей присылали деньги на такси, то есть она такси подъезжала, обещали заплатить за снимки, правоохранители задержали, в общем, посадили без права на все на свете. То есть вот так это отражается точно так же и в тылу. То есть вот эту историю тоже можно легко пришить любому. Абсолютно. Там фотографировала ТЭЦ. Отправляла кому-то. Кому? Нарисовали там в фотошопе, сгенерировали. Все, привет, суд, до свидания, пожизненно. Может и правда. Может и правда. Россияне же не видят, не знают. То есть, когда Шмыгаль ходит по разрушенной ТЭЦ, его не сажают за то, что он показывает, как европейцам показывает. Урсула там ходила, вот эта, которая сейчас обернулась назад и как бы говорит, ой, мы не так себя вели 30 лет, 36. Шмыгалю ничего не корректирует. А это скорректировала тетка. Фотографировала, деньги получала на такси. Наши люди на такси в булочную не ездят. И вот в этой войне нам говорят, что вот такой, как она идет в воздушном смысле, по тылам и вот на передовой, нам говорят что будет победой в этой войне. Зеленський даже козирі сьогодні знайшов. Пане президенте, видання Axios розповіло, що Україна минулого року пропонувала США власні технології для боротьби з іранськими дронами. Але США відмовилися. Тепер США на тлі заяв президента Трампа про те, що в Україні немає карт, самі просять про допомогу Україні. Чи можна вважати... Как вопрос сформулирован. Они говорят, Украины нет карт.
но они же вас просят. А он же отвечает, это ж у него новая мулька, вот это аудіо записувати. Що тепер у нас є не просто карта, а цілий козир. Ми пропонували дійсно Сполученим Штатам, і для нас це пріоритет, це стратегічний партнер. Ми пропонували дрон-діл. Там дійсно є всі наші відповідні дрони, є наші технології. В принципі, частково те, що зараз ми експертно будемо допомагати, чим ми будемо допомагати країнам Близького Сходу. Они США предлагали раньше дрон-дил, ну типа дроновую сделку. Значит, вы понимаете, какая замечательная политика. Трамп предлагает ему peace-дил, а Зеленский ему предлагает дрон-дил. Это как вот эта Любовь и голуби. Он мне Санечка, она мне Митюнюшка. Я тебе peace-дил, а ты мне дрон-дил. Представляете? Але системно ця пропозиція була тільки для Сполучених Штатів Америки. Я не знаю, чи вони відмовились від цього, не впевнений, але це точно відтермінування. І поки що ми не підписали дрон-діл. Але ми відкриті. Я б дуже хотів з президентом Сполучених Штатів підписати цей договір. І для нашої компанії це також дуже класно було. Очень классно. Я бы очень хотел с Трампом дрон-дилить. Дрон-дилить. Ну, кроме шуток, на самом деле, вот сегодня в Financial Times вышел материал о том, что это действительно есть такие технологии, их действительно берут и перенимают. Financial Times вслед за зенитными FPV-дронами, украинским опытом борьбы с российскими дронами, США и страны Персидского залива заинтересовались украинской системой акустического обнаружения дронов. Назвали ее «Небесная крепость». Раньше называлась проще. Ну, от советских разработок, все, понятное дело, осталось. Он просто назывался «Звук». Значит, по словам Financial Times, со ссылкой на украинских чиновников и представителей компаний, производящих дроны, ведутся переговоры с Украиной о создании аналога такой системы акустического обнаружения для противодействия дронам, иранским шахедам. Значит, переговоры ведутся на правительственном уровне, американцы направили очень конкретные запросы Украине, и поэтому, основываясь на этих запросах, мы предоставим то, что им нужно, говорит украинский собеседник издания. Переговоры со странами Персидского залива называет этот собеседник более сложными, добавил, что они требуют консультаций в регионе, между прочим. И, в общем, «Небесная крепость» представляет из себя, ну, если проще говоря, такие датчики акустические, они на возвышенностях располагаются и дают тебе картину. Ну, я так понимаю, что, ну, вот кто, рыбаки, эхолоты такие, да, то есть это вот такая система, она как бы координируется, и, в общем-то, ты примерно понимаешь, где чего летит, на низкой или какой-то другой высоте. Ну, то есть успех потужно. Персидский залив, наш, Трамп, дрон-дил давай. Мощно. И кому-то коптерами скидывают поесть и патроны, понимаете, чтобы типа не терять территорию, чтобы галочка на карте была. Вот такая вот история. Очень много сегодня вечером было Брянска. Туда на фоне переговоров, на фоне, там объявили, что на следующей неделе выберут дату и объявят, что будет трехсторонняя встреча. На фоне вот этих всех там, размышлений о том, как иранская война может закончить украинскую, полетели ракеты в Кремний-Л. Это публикует Зеленский, ему доложил Сырский, говорит, Сырский доложил, попали точно в цель, вот он этот завод, микроэлектроника, компоненты для ракет, компоненты для вот этих всех смертоносного оружия в Брянске. Я, если честно, немного, ну, я всегда очень критически воспринимаю, напишите, что думаете. Понятно, что есть Кремний-Л, понятно, что есть этот завод, но располагать его в Брянске, завод, который Россию обеспечивает вот этими компонентами электроники для ракет, тем более для баллистики. То есть баллистика летит из Брянска, и там же чипы делают, наверное, какие-то там платы, микросхемы. Ну, в общем, Зеленский признал этот удар. Удар на самом деле такой был, достаточно впечатляющий. Значит, вот конкретно люди в шоке, они... Ну, представьте, город Брянск, украинские паблики радуются, говорят, вот, наконец-то они почувствовали все. Это из непосредственной близости.
водитель снял и быстро дёру оттуда, правильно, нечего там, конечно, все как бы напуганы. Домом. Вон тот домик, трехэтажка. А у меня к тому слову, там, у меня там бабушка живет. Бабушка живет. Конечно, все очень напуганы вот подобным ударом. Ну и вот снимают дым, который поднимался, и, собственно, ну вот эти удары. Вот. Меня не видно было. Это, блядь, хер пойми, что летит, блядь. Еще. Вот. То есть, смотрите, похоже на реактивный дрон, а может это такой дрон, который, да, вот непосредственно, ну, как бы, ну, может это как бы ракета просто. Ну, Зеленский сообщил, что Storm Shadow. Ну, как бы на вид не скажешь, что это Storm Shadow. Мы помним удары Storm Shadow, но, тем не менее, люди снимали, люди выкладывали, и никто этому не противодействовал, как говорится. Люди в шоке, ударов было несколько. В общем, все как бы поняли козыри Зеленского в этой войне. Соответственно, как только все запахло каким-то давлением на Зеленского, нужен какой-то вот такой удар, чтобы разнести по всей округе. И была вот эта вот ответка. Ну, тогда, типа, это ж не ответка, потому что Россия агрессор, поэтому она не отвечает, она просто бьет. То есть этот удар, сказать, что он что-то принципиально очень важное решил, тем более, что, как сообщают, опять-таки, ракет было несколько. Зеленский говорит, попали, но какая-то ракета попала возле кинотеатра 50 лет октября. И там 6 человек убило, еще там ранило около 40. Сейчас, может, статистика обновилась, ну, буквально вот в эти минуты, но это было вот там пару часов назад. То есть это трагедия. Вот украинские паблики смеются, типа Униана, вот наконец-то вы почувствовали, как у нас. Соответственно, запрос будет расти на что? На какую-то ответку. На какой-то орешник, на какой-то массовый комбинированный обстрел, который там делается с определенной регулярностью, но не так часто, как мог бы делаться. Соответственно, Зеленский вызывает таким образом огонь, собственно, на себя. Для чего? К переговорам, чтобы их не состоялось. А сам, понимая, что проблемы с ПВО, они не просто там на пороге, они вот уже. То есть это абсолютно какая-то, ну... Есть шахматы, есть шашки, а есть вот это Чапаева, знаете, когда лупят вот эти шашки и как бы выбивают друг друга. Вот так сейчас идет этот размен. А он говорит, ПВО. Що Україна отримає в обмін на допомогу на Близькому Сході? Передусім, ми піднімаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем протиповітряної оборони. Ми говоримо ПАК-2, ПАК-3. А в цілому, ви знаєте, що ще рік назад ми пропонували Сполученим Штатам Америки дрон-діл. Дрон-діл, який складався із перехоплювачів, і не тільки. В принципі, такий загальний наш досвід, загальні наші можливості виробництва. Ну, то есть этим дрон-дилом сейчас вот всех задалбывает, как раньше задалбывал 21, ну, типа 21 пункт, да, или 21 пункт, мирный план, ну, очко, 21. А сейчас дрон-дил. В об'ємі, який ми сьогодні не використовуємо. Тобто у нас просто немає фінансів профінансувати все виробництво, всі наші спроможності. В принципі, ми це пропонували передусім американцям, нашим партнерам, а те, що сьогодні Близький Схід має якийсь запит до нас, то все це є, скажімо так, частиною, в принципі, дрон-діла. Тому дрон-діл для Сполучених Штатів Америки абсолютно актуальний. Это какой-то цирк. Он называется дрон-дил. Давайте, дрон-дил. Ну, ему бабки нужны для дронов, для всего. Ему надо, Орбан же его как бы немножко перетрусил. Там же есть несколько версий. Мы с Мосейчуком обсуждали на прошлом эфире, что это были вообще за деньги, да, и почему такая истерика на верхах, да, потому что инкассаторы встречают их на границе как героев, потому что это те деньги, которые нужны были. И он же думает как, чтобы поток капусты не иссякал. И поэтому это все маскируется под названием дрон-дил. И вот, говорит, мы американцам предлагали, раз уж персы, Персидский залив, страны Персидского залива, давайте с ними будем дрон-дилить. А американцы, мы вообще американцы, мы с вами. Вот смотрите, как можно зарабатывать денежку. Вот давайте, вот тут, вот так.
А те как-то не хотят, морозятся от него. Хотя вот как бы официально запросы были, ну там для Ближнего Востока. Говорит, мы хотим обменять на ракеты Патриот. На ракеты Патриот он хочет обменять. Ну так, ответку за Брянск, да, влупят через там буквально там, ну, какое-то обозримое... А ракеты поставят? А что у нас с ПВО на фоне ближневосточного кризиса? Сам, говорит, признает, да, у нас беда с ПВО, и вместо этого, чтобы как-то под шумок, втихушечку, как он говорил, не ракеты для патриотов передать, а оформить какое-то там, ну, хотя бы минимальное, там, воздушное перемирие такое, не афишируя, что мы там туда не бьем, он бьет туда перед переговорами, после хорошего созвона Трампа и Путина, после слов Виткофа, что нет, они не помогают Ирану, у нас все отлично, у нас все на мази, мы вот выходим на трехстороннюю встречу, а тут наносят вот подобные удары. Понятно, что военный объект, понятно, что никто там не целился в этих убитых гражданских. Ровно то же самое, можно сказать, и про российские обстрелы по Украине. Но время это он использует ровно для того, чтобы отсрочить, затянуть, вызвать огонь на себя, потом стать в позу, смотрите, вы там что, все разрушили. Дружбу, наверное, разрушат после следующего удара. Дружбу. Ту, которая между ним и Орбаном стала. Сегодня материал вышел, умопомрачительный в украинских СМИ, что Орбан использует искусственный интеллект, образ злого Зеленского в своей предвыборной кампании. Значит, он улыбается очень подлой и хитрой улыбкой. А там слоган под низом: «Не позволим Зеленскому быть последним, кто смеется». А эти плакаты развесили по всей Венгрии правящей партией Орбана. После 16 лет пребывания на своем кресле Орбан отчаянно борется за то, чтобы переизбраться. И сейчас, за месяц до выборов, он по опросам отстает от Мадяра на 10%. Последним оружием, пишет украинская пресса, Орбана стала жесткая антиукраинская кампания, в которой он представляет Украину как коррумпированную страну, которая в случае вступления в ЕС отберет в Венгрии все для нее деньги. Орбан также обвиняет Зеленского в блокировании поставок дешевой российской нефти и поддерживает, собственно, связи с Россией. И деньги, которые там направляет, обвиняет, что оппозиции направлялись. Улыбка Зеленского на плакате выглядит очень знакомо венграм. Во время предвыборной кампании 2018 года пропагандисты Орбана, представьте, какой слог, пропагандисты Орбана. Если у нас туда политтехнологи, советники, а там пропагандисты Орбана, похожим образом изобразили Сороса. Тогда Фидес утверждала, что Сорос заманивает десятки тысяч мигрантов в Европу, чтобы сделать католическое население меньшинством. Врали, наверное, в 2018 году про Сороса. Врали. А сейчас у нас православное большинство в Украине? Я задам такой немой вопрос, напишите в комментариях, очень интересно. Вот сейчас большинство в Украине православная страна, да? Иммигрантов мы не хотим завозить на фоне демографических проблем. Вот что Орбан говорит в своем выступлении о Зеленском. Он прям речь ему толканул, посвятил на своем партийном митинге. Смотри на себя, Владимир. Внимательно посмотри в зеркало. Пока там еще отражается кто-то, кроме призрака в оливковой футболке. Ты ведь до сих пор веришь, что ты главный герой этой пьесы? Ты, мелкий комедиант, возомнивший себя вершителем судеб великого континента. Ты заигрался. Твоя сцена залита кровью, а ты все ждешь, когда суфлер подскажет тебе слова о победе, которой не будет. Ты их не Давид, сражающийся с Голиафом. Ты паяц, которого вытолкнули на арену, дали в руки картонный меч и пообещали, что боги Олимпа будут на твоей стороне. Но боги сидят в Вашингтоне и Брюсселе. Они пьют дорогое вино и смотрят на твои мучения, как на гладиаторский бой в HD-качестве. Им не нужна твоя победа, им нужен твой бесконечный процесс саморазрушения. И ты в своей бесконечной гордыне скормил им целую страну. Ты винишь меня? Ты смеешь цедить сквозь зубы угрозы в адрес Венгрии? Потому что я не хочу сгорать в твоем костре? Твоя наглость не знает границ, как и твоя наивность. Ты требуешь солидарности, но что такое твоя солидарность? Это общая могила. Ты хочешь, чтобы вся Европа прыгнула в пропасть вслед за тобой, просто потому что ты не справился с управлением. Ты превратил Украину в гигантский морг, в пустыню, где вместо колосьев пшеницы... В общем, да, гробы, кресты,
Ну, как это? Кладбище объединяет Украину. Понимаете? А теперь оно должно объединить еще и Европу. А ведь это так и надо. Вот так же это все и работает. Тут дрон-дил, тут мирный план Зеленского 23-го года. Помните, был такой? Тут еще какая-нибудь история. Тут вот такая, тут вот какие-то моменты. А тут санкции введем. Введем и Европу заставим, пускай она тоже там накладывает санкции свои европейские. Но мы же партнеры, мы же друзья. И Орбан вот этой речью как бы расставил все свои политические приоритеты. Но не надо было про живот, не надо было про адресок, который он сбросит, и телефон, чтобы ВСУшники позвонили. И там, конечно, это все гиперполизировано, там пора 5-ю статью включать, НАТО, Венгрия часть НАТО, но как бы подтекст определенный в этих заявлениях есть. Слишком далеко все зашло, и слишком ставки высоки. Но он же думает, что Мадяр же побеждает. Мадяр. А если Орбан победит? Вот это будет абсолютная история. Но Зеленский же, он думает, что он несет свет и защиту всем. Это просто потрясающий момент. Вот сегодня там день Эрдогана на самом деле. После того, как Трамп ему говорит, давай Хаминеи убьем. Тут Зеленский ему звонит. Говорит, давай, говорит, мы и тебе поможем, и с тобой подрундилим. Смотрите как. Дуже радий вас чути, дорогий пане президенте. Передусім прийміть мої. Смотрите, рад вас видеть. Это он говорит с ним по телефону. Кислица, смотрите, какой сосредоточенный. Буданов что-то записывает. За Эрдоганом или за Зеленским, интересно. Вітання, прийміть найкраще побажання з найвудрішого місяця Рамадан. Рамадан, священный месяц, Рамадан. Тот Рамадан у мусульман, в который убили духовного лидера Ирана, тот войну, который начал. Даже название есть такое, война Рамазана. Ну, там гуляет в разные аналитики. Смотрите, как он смотрит. Смотрите, прям. А кто из них султан, мне интересно, да, вот это вот. Смотрите, какой взгляд. Веки призакрыты. Потужник. Дуже дякую. Особливо ваша увага до таких чутливих, важливих речей для мене також важливо. Вдячний вам. Сейчас надо довольного изобразить. Это прям игра, это моноспектакль. И Кислица и Буданов как декорации. Смотрите, сосредоточено. Що така експертиза потрібна і Туреччині, ми будемо готові це зробити і для вас. Если вам нужна такая экспертиза, как Иран победить, как вот это обезопасить, мы готовы для вас сделать экспертизу. Он всем ходит и предлагает экспертизу, как дроны сбивать. Это ж никто не умеет, только Украина умеет. Окей. Бай-бай. Всього найкраще. До побачення. Так, поговорил. Поработал, слушайте, поработал. И это все снято так прям. Netflix. Я, если честно, Буданов что-то пишет о чем-то важном. Короче, в Стамбуле будет следующие переговоры. Это по итогам вот этого видео написал из плюс-минус внятного, это Зеленский. Ну и, конечно, Украина имеет опыт защиты жизни, поэтому Турции может помочь. Той Турции, которая сегодня жестко, не прямо, потому что это дипломатический язык, но четко сказала: Израиль, мы разворачиваем все свои силы, не дадим никому и будем готовы жестко отвечать. В Турции понимают, кто их провоцирует. И вот смотрите, и Зеленский тут как тут. Конечно, я же с мировыми лидерами. Надо снять еще красивое видео. Поговорил с Эрдоганом. Отдельная серия, прям «Слуги народа» получилась. А что в Украине, которая бережет жизни? Мобилизация. Сегодня отбрехивался и отдувался от мобилизации министр МВД Клименко в парламенте. Питання мобілізації є одночасно надчутливим і надважливим для України. Я переконаний, що ви чудово знаєте, в якій активній фазі війни проти російського агресора зараз перебуваємо всі ми. Погоджуюся, що мобілізація має бути справедливою. Смотрите, это потрясающе. То есть мы вот с вами разбирали Трампа, вот эти вот речи, да?
А это, ну, министр внутренних дел, ну, типа главный мент, да. То есть, ну, мобилизация беспредельная, там то поножовщина, то драки, то менты, то, в общем, то противостояние, ну, короче, то стреляют, то еще что-то, то какие-то тетушки, то без формы, то без бодикамер. И вот это проблема. И вот тут вот это украинский политик выступает. Значит, говорит, вы знаете, на каком этапе у нас сейчас война с российским агрессором? Такие, да. Конечно, должна быть справедливая мобилизация. Но... І чітко в межах чинного законодавства. Сьогодні для загального розуміння хочу зупинитися на окремих процедурних моментах мобілізаційних заходів. О, давай, остановись. Хочешь? Остановись. Не сдерживай себя. Незважаючи на те, що питання організації процесу мобілізації не є відповідальністю Міністерства внутрішніх справ, я з великою повагою до вас сьогодні в залі говоритиму виключно про повноваження Національної поліції України, яка знаходиться в сфері управління МВС. То есть он сразу сбрасывает ответственность и говорит, это вообще не наша тема, я буду говорить про свою кафедру в этом мобилизационном вопросе. То есть я тут ни при чем. Мы тут ни при чем, играемся с мячом. І не торкатимуся компетенції інших владних органів. Отже, відповідно до закону, Національна поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначений Конституцією та законами України. Да ладно, мы прям видим. І питання участі та повноважень поліції в мобілізаційних заходах є чітко врегульовано. Так, Нацполіція виключно за зверненням ТЦК бере участь у здійсненні заходів оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з військовослужбовцями ТЦК. Чем мы не одни. Но много было такое, что менты сами паковали и везли в ТЦК. Нет, мы как бы сами на себя это все брать не будем. Здійснює адміністративне затримання у разі необхідності та доставлення ухилянтів безпосередньо в центрі комплектування. А кто такой ухилянт? Ну, кто такой ухилянт? Вот до сих пор непонятно, кто это такой. Нет этого. Ну, так и напишите. Ухилянт. Это говорит министр, украинский политик. Так а кто такой ухилянт? Это кто решил? Суд решил, что он ухилянт? Или кто? Или как можно сказать? То есть даже за хулиганку ты хулиганом становишься, когда тебе, ну, скажем так, тебе выпишут хулиганство, осудят тебя за вот эту статью, тебе выпишут конкретно. Також поліція зобов'язана за зверненням територіальних центрів комплектування та інших визначених органів влади доставляти до центрів комплектування осіб, які порушили мобілізаційне законодавство. То есть, подождите, ухилянты и нарушители мобилизационного законодательства – это два разных человека. Я не знал. При цьому зазначу, що адмінпротоколи за порушення правил мобілізації складають лише представники ТЦК, не поліція. Они даже протоколы не составляют. Они просто, ну, как на подхвате. Тобто, Національна поліція не встановлює і не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства. Подожди, ты только что назвал людей каких-то ухилянтами, ты только что говорил люди, которые нарушают мобилизационное законодательство, но ты этого не устанавливаешь. А устанавливает кто? ТЦК. А ты кто? Охранная фирма? Или как там вот эти братки, которые там ходили за всякими там приблотненными? Або, як його називають, статус у розшуку. Національна поліція лише виявляє осіб, які вже мають цей статус, встановлений посадовцями ТЦК. Якщо права підстава на затримання та доставлення є, поліція її виконує. Якщо її немає, дані і діяти по закону поліція не може і не буде. У мене є дані, скільки осіб поліція доставила до центрів комплектування. Ну, так поділись. Та очевидно, що публічне оприлюднення цієї інформації в час війни є недопустимим. Понятно, это война, нельзя никому, у меня вся информация. То есть, смотрите, а какая ценность от того, что он сказал, что у меня есть эта информация, но я ее не опубликую? Да ровно никакой. В Киеве, например, сегодня раскрыта схема массового производства продажи поддельных удостоверений правоохранителей для уклонения от мобилизации.
Схему организовал бывший военный, который привлек еще 18 сообщников. Они вносили данные клиентам в бланки поддельных удостоверений, вставляли их фото по образцу настоящих документов. Такая ксива стоила от 3 до 5 тысяч долларов США в зависимости от срочности. То есть конкретно за 3 можно было купить себе ксиву, если тебя тормознули, ты показал, все, ты как бы проезжайте и свободно кататься. То есть можно спокойно, типа ты там. Показал, главное не забыть, да? Ну, и они же почти как настоящие, бланки-то настоящие. С мобилизацией просто происходит какой-то сюр, какой-то ужас. Ну, вот на Закарпатье цыгане подрались и с полицейскими, и с ТЦКшниками. Значит, это цыган. Он бежит и как бы все снимает. Он опоздал немножко на основной замес, но готов ворваться. Смотрите, как долго бежит. Очень разъяренный по этому поводу. Вот так вот. Вот так вот. Ужас. Разбили им этот бус, отметелили. Кричит: выходь, ну типа выходи. Вон там один уже лежит. Вот так вот. Вот вам и ТЦКшники, вот вам и цыгане. Паковали барона, наверное. Нет, ну на самом деле ситуация вопиющая, но уже люди дают отпор. Просто когда поодиночке, и они толпой, это одно. А когда вот такие, скажем так, ну, ромы их называют, ну, как цыгане, схватили дрыны, отметелили, побили бус. Ну, вот так. Иди его свищи. У цыгане аж вольная воля. И у людей заскакивают шарики за ролики. Они вот уже даже рассуждают о женской мобилизации вот таким образом. Ну, это вопрос на улице. Ой, да. А ви знаєте, вони дуже багато оці жінки, коли умовно там ось навіть подивитися в стрічці і так далі, що оце, виходить, хлопець ухилянт, і вона починає: а, ти ухилянт, ти там то, ти там это. Так пойди ти, чим ти хуже мужчини, да? Ну, вы заметили, да, что у него панамка, очки, короче, чтоб не узнали. Это нормально. Он говорит, раздражают уже эти там, на этой волне, там, ты, хлопец, ты ухилянт, там на него, ты не служишь, ты ухилянт. Понаслушиваются всяких вот этих потужников. Он говорит, так ты пойди. Чего? Нормально, женщины тоже нормально служат. Давай, иди ты. Что ты называешь ухилянтом? Ты чуть слабее. А что, ты не сможешь там готовить пацанам кушать? Або ти не зможеш там, умовно, десь медикаменти там щось подавати, десь щось ще. Та йди готуй хлопцям, вони умирають з голоду в окопах. Іди допомагай. Ти жінка, ти думаєш, що ти жінка і тобі все можна, і ти оце ось крута така? Ні. Всі. Жінка, бабушка, дедушка, всі. Все. Женщина, бабушка, дедушка. Давайте все, а то задолбали все. Ухилянты. Есть такой персонаж, как бы пропагандист Зеленского с ток-шоу, мент, бывший, убил человека, поэтому его не берут никуда. Ему сегодня был комитет, и у него спросили у гуровцев, представителя ГУР в Раде, так а у Золкина вообще есть что за бумага? У него же бронь от вас, типа, от ГУРа. Я одразу хочу сказати, що перед тим, як я йшов на засідання, мене стосовно саме цього питання не попереджали, тому я на даний час не готовий вам відповісти стосовно пана Золкіна, чому причині його бронювання і з чийого дозволу він надає такі коментарі. Я обов'язково це питання з'ясую, щоб детальніше надати відповідь з цього приводу. Представляете, даже разведка не в курсе, откуда бронь у Золкина. Понимаете? Но он не ухилянт. Нет, его просто не призвали. Он недавно рассказывал, меня просто не призвали. И там психовал очень, когда ему задавали вопросы. Ты ж всех гонишь на фронт воевать. Так сам чего? Ну там женщина, ты бабушка, еще кто-то. Так иди давай, помогай. Война что? Народная. Война же-то там...
честная, давай, то какая разница? Все, значит, все. А так, получается, одни ухилянты, другие нет. Вообще с тем ухилянтом, если честно, просто какая-то мания. Это такая линия раскола, которая так еще аукнется всем. Просто никто не понимает этого. Сегодня сообщили о том, что это к вопросу, да, о том, как вообще все работает в системе украинской. Бизнесмен, у которого закупает коробки, картонные коробки Укрпочта, оказывается, имеет российский паспорт и ведет бизнес в России, на оккупированных территориях. СБУ его сегодня приняло. Это Геннадий Минин. Он бывший депутат ОПЗЖ, работал, на оккупированном Востоке. Он перерегистрировал свой комбинат по российскому законодательству, купил у компании набережных Челнов оборудование на сумму 1 000 000 евро и оформил заказчиком белорусскую фирму. Налоги со сделки поступили в бюджет России. В Украине он владеет Трипольским упаковочным комбинатом, который после 2022 года заключил контракт с Укрпочтой на 90 миллионов гривен коробки для посылок отправлять. Его в офисе под Киевом сегодня задержали. Светит ему до 12 лет с конфискацией имущества. Коллаборюга, коллаборант. Представляете, какой? Укрпочта. Укрпочта в связке, так сказать, да? Действует госпредприятие стратегическое. А вот такие у нее поставщики. Представляете, какие нехорошие. Подождите, оккупировано, хорошо, оккупировано. Это ж Украина. Вы что, признаете Украиной эти территории? Скорее всего, там всего идет про Рубежанский картонно-тарный комбинат. Там какие-то цеха, которые остались, там, в общем-то, можно упаковку делать. Но, вот видите, нет, платишь бюджет. А что у самой Укрпошты с показателями? Вот финансовый результат предпринимательской деятельности, да, под управлением Смелянского, тот, который хамит всем соцсетям. И, в общем-то, все смотрят. Да? 7-й год, 15-й, с 7 по 15. Руководство Смелянского с 16 по 24. Кредит с дебетом «Украинские новости» подбили. Значит, это все, скажем так, получилось, что 27 миллионов, почти 28 он заработал долларов, а 74 потратили. То есть до Смелянского были прибыли, а после Смелянского, 16-24 год, предприятие стало убыточное, а зарплаты стали космические, поэтому нормально, конечно, можно и в серую, как говорится, присоседиться, присосаться через разные схемы, совершенно в обход закона, когда такие убытки. Это ведь, понимаете, это ведь точно такая же история. Если раньше воевали с прибыли, воровали, то сейчас воруют с убытков. Смотрите, больше убытков. Смотрите, как хорошо Смелянскому. А он же чей налогоплательщик? Соединенных Штатов Америки. И гордится этим. Вообще эти слуги народа, их скоро будут встречать и бить на улице. Они вот это вот не понимают. Их скоро будут... Для нас каждые полгода открывается какой-то новый слуга народа. Становится опасно. Вдруг тебя будет знать каждая собака, а потом кусать. Вот Мазурашу сегодня, депутата от «Слуги народа», покусала овчарка. Он, значит, продемонстрировался в соцсетях. Смотрите, какой болезненный укус. Прям за ногу, прям цапнула, прям сильно. А он пробежкой, оздоровительной занимался. Понимаете? И его вот это вот хватанули. Хватанули вот так. Уже собаки бросаются на этих слуг народа. Потому что власть. Потому что уже пора бы как бы и уйти. Но заодно этому парламенту спасибо. Так это за то, что Бубке пока, не знаю, будет ли вторая сессия, в смысле, попытка, да, оставили награды, звания украинского чемпиона и украинского героя. Гераскевич приходил же, говорил, что давайте заберем у Бубки героя, у него же там бизнес на оккупированной территории, он же там такой-сякой, сам же с Луганска, вообще сам с Донецких. Нет, не проголосовали.
Там и народу, в принципе, немного сегодня было. Они так еле-еле слазились, они сегодня провалили там голосование конкретно по налогам на OLX и так далее. Ну вот, провалили и хорошо. Просто, может, неудачно поставили, может, еще надо будет поставить. Нужно опять приходить со шлемом Гераскевичу и требовать, чтобы Бубку, олимпийского чемпиона, призера чемпионата мира, функционера Международного олимпийского комитета, лишать всех наград и званий. Это ж так по-украински. Вообще, по-украински, конечно, еще и зализывать разные места руководителям. Вот воюющий политический эксперт Кирилл Сазонов есть такой. Ну, говорят, что он прям воевал где-то там, воевал на передовой. Правда, собственно, в таких очень малоузнаваемых локациях он включался, даже ранен был где-то, а потом, в общем, лечился. Ну, много было вопросов к тому вообще, где он, как и был. Он рассказывал, что он Бахмут, там Лисичанск, там воевал, да, в самом начале. И продолжает, собственно, числиться в рядах ВСУ, даже там, после ранения. Так вот, значит, он начинает хвалить Буданова. Вообще, очень много публикаций о том, какой хороший Буданов. Переход Кирилла Буданова из ГУР в кресло руководителя Офиса президента стало не просто кадровой ротацией, а изменений управленческой модели на Банковой. Эпоха сложных политических интриг и неформального влияния на все отходит в прошлое. Вместо эмоционального микроменеджмента мы видим на Банковой стиль холодной вежливости. Теперь награда – это не селфи в коридорах, а жесткая дисциплина с четким алгоритмом задания, срок, исполнения. И это дает первые плоды. По словам Сазонова, когда офис Буданов возглавил, парламент и правительство фактически вдохнули, ну как выдохнули, избавились от постоянного прессинга через мессенджеры, а то написывал там Ермак всем. Банковая и законодательная и исполнительная власть работают по формату партнерского взаимодействия. Еще одна деталь, на которую обратил внимание Сазонов, это кадровый кейс Буданова, который оказался нетипичным, потому что не увидели на Банковой масштабных чисток и новых лиц. Вместо этого Буданов демонстрирует холодный прагматизм, чтобы государственная машина не остановилась в самый критический момент. Ой, как эти шершавые кончики присоски языка, да как возюкают. Слушайте, это холодный прагматизм. То есть его поставили и сказали не убирать никого. Вы думаете, у Буданова нет кумовей, знакомых, товарищей? Есть. Просто он не может никого поставить. Об этом говорили в самом начале. Поэтому никого не поменяли. Да и вообще возникает много вопросов. Может, всем остальным и дальше продолжает рулить Ермак, который сейчас отсиживается в адвокатской ассоциации и как бы там говорит, вот я помогаю. Но отдельные украинские эксперты, те, которые сейчас в последнее время популярны, да, по соцсетям, вообще говорят, что мир скоро будет. Знаете почему? Потому что видео удалили «Української правди» о преступлениях Єрмака. Представляете? Ютуб видалив розслідування «Української правди» про Єрмака. Редакція «Української правди» назвала це цензурою. Ну, я думаю, що всі, хто хотіли подивитись, подивились. Всі, хто хотіли скачати, скачали. Я особисто нічого з цього не дивився, бо сенсу в цьому жодного немає. Короче, нормальный эксперт. Удалили. Кто хотел, посмотрел, кто не хотел. Я вообще не смотрел. Как это? Не читал, но осуждаю. Ось ці люди, вони незалежно ні від чого будуть все одно з грошима, біля влади, з владою. Какие люди? С деньгами возле влады, с властью. О каких ты людях говоришь? Это Ягодзинский, по-моему, да? В прекрасному становищі. І ніщо не здатне змінити ситуацію. Нет, подождите, уголовное дело способно изменить ситуацию. С конфискацией, с опубличиванием. Все может изменить ситуацию. Как это? Я це говорю про всіх. А, про всех. Я думаю, спрашиваю, кто эти люди. Это все. А кто это все? Включно із Єрмаком, із власниками «Української правди», із власниками «Української брехні», з власниками всього. Вот это я понимаю, экспертиза. Это и обо всех. Это обо всех. Я говорю, все равно все поблестно. Богатые богатеют, бедные беднеют.
профессор. От я вкотре закликаю людей жити своє життя. Не лезь, ты сдался тебе этот Ермак с его миллиардами. Свою жизнь живи. Она ж такая может быть короткая. Прилетело завтра что-то ПВОшное, или там дрон какой-то залетел, или обломок ракеты, и нету. А ты вот это вот Ермак у тебя в голове. Не думай вообще об этом. Намагайтесь розбиратись в міжнародній політиці. Там, вивчайте мову. В международной политике? Слушайте, давайте разбираться в международной политике. Президент США просит президента Турции убить нового аятоллу и руководителя государства, потому что предыдущего он убил сам. Давайте разберемся. Классная международная политика. Я вообще считаю, что это, представляете, шутка ходит такая по интернету. А кто-то сейчас сидит и изучает международное право, международную политику. До речі, записуйтесь до нас у школу, в Телеграмі є якраз контакти. Наймайте своїм дітям там репетиторів з математики, щоб у вас голова не боліла, щоб ви не від синусів і косинусів. До речі, це теж можна зробити в нас в школі. Ну, он пиарит свою образовательную программу. Ну, нормально вышел в эфир, чего? І от далі просто живіть своє життя. От приходьте додому, сідайте в крісло, беріть каву, дивіться на дорогу, на вулицю, виходьте до людей, спілкуйтесь. А там ТЦКшники, к каким людям выходите? О чем ты? Выходите к людям, общайтесь. Класс! Читайте якісь книжки, просто якісь художні. От якщо у вас немає якихось там великих політичних амбіцій, от просто намагайтесь робити все, щоб вижити. Будь планктоном. Выживи, главное. Потому что если ты помрешь, ну тебя же не съедят. Ну, как бы, только отдельные сервятники. І будьте на боці миру. Мир обов'язково прийде. Обов'язково. А оці люди, вони нікуди не зникнуть. Вони були, є і будуть. Ви тільки собі нерви зіпсуєте. І нічого не зможете зробити. Підписуйтесь на цей канал. Ми тут для того, щоб триматися разом. Ми для того, щоб оцей градус абсурда не перешкалював. Ми піднімаємо актуальні теми. Ми намагаємось підсвічувати якісь там соціально значущі теми. Ми це робимо. Ми робимо, тому що ми разом. То есть Ермак, воровство, его обещание «я пойду», не надо тебе это. Мы вот как бы глобальная международная политика, математика, вот это все. Это все равно ничего не приведет. Они все равно будут при деньгах, никуда они не денутся. Обмотайся в белую простынь и ползи себе потихоньку на кладбище. Вообще ни о чем не думай. Ни о чем не надо думать. Все равно Ермак удалили. Все равно мир будет, мир придет. Живи свою жизнь. Живи и не суйся туда. Если ты не хочешь никакую политику, вообще не интересуйся политикой. Так мы жили. Очень-очень долго. Потом так всех подняли по свистку на Майдан. Страну угробили после Майдана. Не нашлось людей, потому что никто ж не разберет. Детей побили. Киев, вставай. Давай, ты что? Зверячее побыття? Беркут. Коктейли Молотова в него. Своих же сограждан, то есть правопорядка, да, который плохой Янукович. Так он уходил уже, этот Янукович. Все, ж договорились. Он говорит, я ухожу, выборы внеочередные. Все, давайте, выставляйте, выбирайте. Нет. Выгнать, прогнать, а то на Донбасс. И понеслась по кочкам. То есть это потому, что люди не разбирались. А вот потом они столкнулись с тем, с чем они не разбирались. И смотрят, что с ними происходит. А вот эти убаюкивающие вещи, они как бы, читай книжку, там, проведи время. Я, кстати, очень вам благодарен, что вы все равно смотрите, вот следите за этими вещами. Ну, то есть тем, что по-настоящему важно. Вот когда сядет Ермак, тогда мы можем сказать, в стране что-то изменилось. Когда сядет Зеленский, внимание, с позором, с аудиозаписями, сядет, вот тогда мы скажем, все изменилось. Причем все говорят там, вот ликвидируют, как Хамини. Нет, это ничего не даст. Все будут говорить, ну, это мученика слепят из него еще эти пропагандисты. А вот именно сядет, придут, докажут, или также по беспределу промучается в СИЗО несколько лет перед каким-то приговором, да, потом получит этот приговор
Еще отменят там закон, когда там в общем, и вот и все. И вот с таким сроком, как в Америке, там на 300 лет, вот тогда это мы скажем, да, вот тогда можно быть спокойным за всю систему, можно не интересоваться и не знать, кто там чего, и вообще быть неактивным. Беда, и к этой беде привели вот такие вот люди. А мир скоро, не переживайте, все нормально. Люди приводят к этой беде. Я вам вчера показывал эту девочку. О том, что девочка обратилась, а у нее там российский флаг. Сегодня выяснилось, что эта девочка, она вообще Гороховский, это руководитель Монобанка, богатейший человек, что эту девочку, он ее оболгал и обидел. Я тот самый человек из данного поста. Изначально я обратилась в Монобанк по поводу того, что мне заблокировали карту. Я находилась не у себя дома и даже не обратила внимания на то, что висит на стене. После этого я увидела, что прославилась на весь интернет. На меня обрушились много хейта. Но хочу сказать одно. Это флаг Словении. Данный человек, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора, у меня воюет вся моя семья. Я родилась в Украине, люблю Украину, но людям лишь бы хоть кого-то унизить и облить грязью. На этом видео меня выставили грязью просто так. Просто так. Вот она там публикует фотографии в сети, вот она с папой, а папа сейчас воюет. Вот эта девочка и папа. Девочку, конечно, правда, не узнать, она, видите, накрашена. Ну, она же не верификацию проходила, а выпускной, наверное, какой-то непосредственно. Пришли к Гороховскому и говорят, что ж ты делаешь, сволочь? Он говорит, обожаю жанр, не все так однозначно, вижу посты некоторых озабоченных граждан на фото и с этим флагом, отвечаю, у тех сторонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать никакой защиты этим коллаборантам. Любите Россию, обходите нас 10-й дорогой. Постскриптум. У нее на фото флаг России. То есть идиот. Понимаете? Просто идиот. А вот это началось, и вот это повылазило все дерьмище как раз-таки тогда, когда всем говорили, и эта девочка, по большому счету, папа воюет, да, она сама находится в Германии, она жила долго в Словении, они переехали потом в Германию, потому что условия лучше, там, понятно, да, пособия, да, вот они там находятся, живут. Отец на фронте, семья вся, говорит, у меня воюет. То есть всех зацепила война. А она живет эту жизнь свою, там, молодая девчонка. Она пришла к подружке домой, она тоже там словенка, со Словении. И сфотографировалась, и просто заблокировала карточку. Она просто... Это случайность, получилась случайность. Но это чучело, которое донаты, сбор на ядерку, помните, он проводил, этот Гороховский, банки со Стерненко, там, русорезы всякие. Это вот чучело, потому что оно публичное, потому что оно большое, оно как бы мнение, его вес имеет, мнение, оно взяло и попрало любые правила. Эту фотографию она не выставляла нигде. Это фото получилось таким, потому что оно, верификация банка ее застала вот так. И она просто себя сфотографировала, чтобы ты, банк, организация, где есть банковская тайна, есть защита персональных данных, чтобы ты ее, собственно, вернул ей доступ к карточке, находясь в Германии.
А Гороховский, этот SEO, ну типа верхний руководитель, берет ее фотографию абсолютно обычной девчонки, которая, ну, она не хочет в политику, она хочет читать книжки, она хочет выходить на улицу, жить свою жизнь, но за границей, не в Украине. В Украине это очень тяжело. Но она хочет пользоваться своей карточкой украинской. А ты ее выставляешь посмешищем, на нее налетело в соцсетях, нашли ее, сразу начали там угрожать, начали вот эти все припудренные кастрюлеголовые на нее нападать, понимаете? И ее жизнь изменилась, а потом она должна каждой лающей собаке с ней здороваться и говорить, что нет, у меня папа воюет, у меня все воюют, я сама не в России, это славянский флаг, а все говорят, славянский флаг, да врет она все. То есть тут профессиональная этика, человеческая этика. Ну, просто повел себя как хамло. Значит, Гераскевичу такому же, он там денег собирает, дает, там банки открывает. А девочку, которую он обидел, она не хотела, чтобы ее лицо видела вся его аудитория. Не хотела. А он, в общем-то, подарил вот такую популярность в кавычках. Значит, он должен компенсировать, он должен заплатить денег, он должен извиниться публично вместе с Монобанком. Потому что это позорище. Но у нас все держится на этих скандалах идиотских. На идиотских скандалах. Вот выползает участница, вот совсем недавно, еще ж не остыли вот эти посты, клавиатура с гневными вот этими печатаниями не остыла разных людей. Тина Кароль, которая песенку записала, когда у всех света не было, да, там, у нас немає світла, у нас есть тепло. Я не люблю скандали. Вони самі виникають. Что ж там за скандал у нее возник? Значит, недавно в России, российскому подкасту, интервью выступила Ани Лорак. Была такая певица, украинская, ну как она остается. Я считаю, что она остается украинской певицей, несмотря на то, что там все с нее поснимали. Она уехала в Россию. Но она Ани Лорак, украинская певица. И она рассказывала о том, как она в Украине там строила карьеру, что происходило, что да как. И упомянула там Тину Кароль, потому что у нее был патрон Коломойский, и, в общем, там всех как бы сбивали, да, с пути, в общем, занимались нечестной конкуренцией. Середній палець для зрадниці. Тіна Кароль на концерті в Одесі відповіла Ані Лорак на закиди про виживання з України. Нагадаю, у нещодавньому інтерв'ю Куєк вкотре жалілася, що їй не давали виступати в Україні. У розмові згадувалася і Тіна Кароль, мовляв, саме вона може бути до цього причетна. Символічним стало те, що саме перед піснею «Україна, це ти» Кароль сказала і показала, що думає про це. Дуже складно в житті зробити вибір і йти прямо, знаєте, не обертаючись взагалі ніколи. Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають в країну. Очень легко правая рука. Это, смотрите, это же лидеры, это же вот считается, она же считается прима. Прима. Сейчас никого ж не осталось там, да? Ну вот прима. Говорит, легко одной рукой брать российские рубли, а второй вытирать слезы горюющих там женщин, вдов. Дуже хотіла це сказати. Ну, вот такая дерзкая. Хотела сказать и сказала, и палец показала, и такая вся, ух. Деградация сплошная. Сплошнющая. Ужасающая. Ну, тут еще надо показать свежий номер Оли Поляковой, которая скопировала полностью хореографию, внешний вид и посыл Лободы. Получилась китайская копия Лободы, которая ездит по миру с украинским флагом, которая не в части, потому что, видите ли, она песни особо не переводит на украинский и выступает и по корпоративам, и везде она работает. И Ани Лорак работает. Работает, да, работает в России, получила паспорт и работает. Вышла там за какого-то иностранца, бизнесмена, замуж и, в общем, там поет теперь в России. Да, ее место освободилось. Да, Лободы место освободилось. Можно факи тыкать, можно номера переделывать, копировать, воровать ходы, там, сценические движения. Можно.
Но только куда это приведет? К самоедству и самоуничтожению. А это типа кумиры, это типа иконы, на них слушают песни, ими восхищаются, у них там пиар какой-то, у них какие-то эти моменты. В общем, Тина Кароль отыгралась за свой этот факап с вот этой своей песенкой, которую там мы и в шуме разбирали и так далее. Но как отыгралась? За счет кого-то другого. Правильно, за счет того, кто в России. Так она же наша, кто-то скажет. Как эту девочку из-за рубежа в Европе. Так она ж наша. Нет, все. Облитый помоями уже там не обсохнет. Вот так и живут, получается, украинцы. Вместо того, чтобы поддерживать друг друга и находить силы это делать на профессиональных уровнях, на уровнях культурных, на уровнях каких-то. Нет, не будем поддерживать. Российские рубли берешь. Так ее закрыли в Украине. Вот эти же националюги бегали по концертам и срывали концерты. Потому что, видите ли, там за Януковича когда-то пела. Так как за Юлию Тимошенко многие пели. Многие там выступали в России, многие выступали везде, там кормились. Та же Полякова в России выступала. А сейчас она тырит номер у Лободы, но она патриотка. Та же Тина Кароль с Коломойским патроном как бы пробивалась изначально и очень завидовали. Всегда завидуют таланту друг другу. Конкуренция нечестная. Но это, патриотизм вот этот деланный не должен нечестной конкуренции непосредственно следовать. Так, друзья, всем большое спасибо за то, что смотрите в столь поздний час. Давайте про Трампа и про конкуренцию Трампа. Трамп это 4% помазанник Божий, значит, 9% гениальный политик и стратег, 14% воплощение дьявола и 74% просто напыщенный индюк. Спасибо большое за то, что проголосовали. Спасибо большое за то, что вместе. Вот Саша говорит, до утра тут смеются. Тин Король, ну да. Значит, Шелест выдумывает каких-то других украинцев. Да нет же, никто не выдумывает. Да не выдумывает никто, все такими были. Я вам больше скажу. Завтра все закончится, и все будут резко нормальными. Вот посмотрите, вот увидите, все будут резко нормальными. Однозначно. И это спадет все пелена, и все вообще, никто не, скажем так, никто даже не одумается, что это такое было раньше. Так. Значит, что здесь по новостям? В Ивано-Франковске не убирали мусор, потому что коммунальщики не имели брони и не выходили на улицу, заявил мэр города Марцинків. И свалка стихийная прямо в центре города. Ну, не в центре, а в спальном районе города. Нормально. Нормально. Нефть немножко подорожала, $90. Немножко подросла сейчас. Сирийские курды предостерегают иранских курдов от сотрудничества с США в борьбе против иранского правительства. Пишет нам западная пресса. Очень интересный поворот. Ну и да, прогремели, ну это еще раньше прогремели, там взрывы были в Запорожье. Так, друзья, что по вопросам? Давайте быстренько, потому что всегда зарекаюсь там короткие делать, шум короткий, понимаю, всем завтра на работу, но все равно так вот не получается, точнее не совсем получается. Так, слушаю шум, ощущение дурдома, но то, как Будулаи отметили ТЦК, прям отлично. Бегущий цыган, боящийся пропустить. Это событие очень смешно. Ну, конечно, это может быть главное событие в его жизни. Ну так, представляете, они же отбили там кого-то. Так, пьяный проспится, а дурак никогда. Это да. Так, спасибо, Саша, за эфир, спасибо вам большое. Ну и правильно, нету брони, не ходи на работу. Да, а есть жизнь за что? Дворник, вы думаете, они немного получают? Так, Саша, как думаете, все закончится война в этом году? Уверен, что закончится. Уверен, что закончится. Это сейчас просто время такое. Сейчас там ночь темна перед рассветом. Посмотрите, уверен, что закончится. Окно в марте.
пока никто не отменял, но там есть, конечно, нюансы, но мне кажется, что вот мы увидим много новостей после вот этой встречи. Ну, должны, по идее, увидеть много новостей после вот этой встречи. В Стамбуле, скорее всего, будет, наверное. Встреча в Стамбуле. Так. Трамп возмущается в своей соцсети, что Иран минирует Ормузский пролив. Почему возмущается? Потому что в ВМФ США всего 4 тральщика. Ну да. Конечно, будут минировать. Конечно, будут минировать. У меня было заявление там одного из руководителей. Говорит, мы открываем, никто не блокирует. Если это будет пролив, который помогает всему зарабатывать в мире, то мы за. А если вы будете топить наши танкеры, а мы будем ваши топить, мы будем перекрывать. Почему нет? Так, спасибо за эфир, хорошо пошумели, да. Так, а ты разве не был сам такой неразбирающийся? Такой не был, разный был, и все, и каждый из нас был совершенно разный, но таким не был точно. Ваш гость Арестович говорит, что не закончится война, он так видит. Почему вы тут такие смайлы ставите ужасные? Ну, так видит, так прогнозирует, так чувствует. Не может она не закончиться. Ну, не может. Ну, цыгане с палками уже метелят ТЦКшников. Ну, не может, понимаете? Ну, дадут денег, вы говорите. Да не дадут. Да ну посмотрите. Вы же видите, это такая форма такая государственности. Ну, или как? Без государственности. Ну, сначала венгры, потом Фица будет, потом с поляками опять поссорятся, потом еще что-то. Это так не воюется, так не может быть. Ну, только если только что-то экстраординарное не случится, понимаете? Действительно, там ядерку какую-то не применят или какой-то вот такой провокации не будет. Все-таки, как ни крути, но это все равно в рамках какой-то конвенциональной войны. Хоть и, конечно, жертвы это всегда там тяжело в Брянске, но били же, показывают, ударили в Кремний Л. Ну да, М, ударили в Кремний М, но попали-то возле остановки, и вот оттуда вот эти погибшие, понимаете? Но били-то, получается, по военному объекту. Это не то. А вот когда конкретно по мирняку ядеркой бомбанут, понимаете, по какому-то городу, вот тогда, наверное, все немножко так, ну, это полностью изменит представление о том, что вообще будет дальше происходить. Но пока нет. Ну, или там не втянет Беларусь, например, в войну Зеленский, что тоже полностью поменяет эту историю. Я, кстати, очень интересно, там, это... Кто же это говорил? Хвосейчук рассказывал сегодня о том, что сегодня он говорил о том, что ему эксперты там западные говорят, что Украина поделится на 2 части, будет со столицей в Киеве, столицей во Львове. Это эксперты, собственно. А Буданов типа мы не допустим. Ну, как бы допустим, не допустим, но если так будет, то чему быть тому не миновать. А при сценарии вовлечения Беларуси, ну, вполне возможно, и вот от этом ужесточении дурном, вполне возможно, что и такой вариант будут проигрывать. Но то, что закончится война, она должна закончиться. Так, на что способен Зеленский, чтобы отвлечь внимание мира от Ирана и переключить на себя любимого? На все. Он на все способен. На любые все эти вещи. Он способен на все. Вопрос только, дадут или не дадут это сделать. Насколько себя Лондон в седле чувствует. Если скрипит потертое седло, и ветер бередит былую Урану, ну тогда, конечно, надо ждать какой-то беды или какой-то жуткой провокации. Сам способен как бы на многое, но он все равно действует подконтрольно. Так. Какая национальная миссия? За что зацепиться? Не понял ваш вопрос. Или вы с кем-то, наверное, дискутируете. Слива к концу эфира более уставший становится. Это вы что-то пишете вообще что-то непонятное, да? Однословно принять какие-то интересные вещи. Так, спасибо всем большое. Друзья, откуда у ТЦК разрешение на огнестрел? Под ТЦК может косить каждый ЖКХ? Может. Но это же військовослужбовцы. Они ж военные. Военное положение, военное, конечно, при оружии. Так. Территория Беларуси это Киев, что ли? Конечно, Киев. Там очень близко. Разве не следует избавиться от Зеленского и его соратников и смириться со своей судьбой, что если не будет войны, мне кажется,
положительным вариантом. Смотрите, избавиться от Зеленского априори любой другой, как бы, от войны избавит. Смотрите, уже будет все иначе. И вот это вот самый такой важный фактор. Тут же вопрос, как? Александр, если все-таки события в Иране станут ключевыми по завершению конфликта в Украине, вы по-другому будете говорить о Трампе? Смотрите, я говорю о Трампе так, как я думаю, так, как он заслуживает. Сегодня говорили о Трампе, сегодня вы говорили о Трампе тоже. Я предложил там, конечно, вариант напыщенный индюк, но и вариант мессия тоже был. Потому что так сейчас Трамп выглядит. Трамп выглядит сейчас именно так. События в Иране, безусловно, они уже становятся ключевым событием по завершению войны в Украине. Вопрос как? И вопрос, вот смотрите, сохранение Зеленского, сохранение курса страны, сохранение этого всего идиотизма, который происходит в Украине, но только нет войны. Ну и типа Россия согласится на вот этот идиотизм, который происходит внутри Украины. На частично, давайте так. Да? Это победа Украины? Я считаю, нет, это поражение. И Трампа в том числе, который мог вообще все изменить. Так, могут ли принести в жертву сирийский режим? Он, кажется, уже мешает и Израилю, и США. Про Иран и Россию молчу. Удар ЯО по Дамаску. Все в шоке, все довольны, кроме бритов. На этом фоне заключается мир по Ирану и по Украине. Интересное развитие событий, но нет. Турция не позволит это сделать. Нет, повоевать там, конечно, могут. Сирийские курды, там другие курды, ну, там это дело такое. Они над ними воюют, фактически над Сирией. Летают самолеты, сбивают ракеты. И у Израиля претензии территориальные есть, да. А мы же видим, что Израиль сейчас ключевой Израиль. Но я думаю, что вот такого сценария с ядеркой по Дамаску нет, не будет. Ни в коем случае. А вот ядерка по Ирану, вероятно, если Трамп поймет свою беспомощность. Ну, то есть по смене режима и по продолжению слишком затянувшейся войны. Хотя он же всех победил, все разбомбил, смотрите, как ему хорошо. Там остались, он идет с опережением графика. Все в порядке. У Хексакна просто другие разнарядки. Друзья, всем большое спасибо за то, что этой ночью побывали на шуме. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Хорошо пошумели.